Ну, в общем, в начале стрима я всегда поясняю, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. И сегодня, ну, опять-таки, было множество вариаций названий стрима. Вроде как название стрима звучит как, ну, самое такое, ну, по сути, без шутки. Зеленский пообщался с Трампом, последствия, итоги, да. Но вариантов было масса, да. Финский президент сказал, например, что Зеленскому и Трампу нужно там что-то вдохнуть, выдохнуть и, короче, попариться в сауне. Хорошая версия, на самом деле, хорошая мысль, одна из немногих трезвых за эти дни. Ну, еще была идея как-то название составить из того, что Трамп съел обед. Трамп съел обед, который предназначался Зеленскому. Ну, тоже, блядь, такой, если подумать, какой-то животный тип доминации. Съел обед, который в Белом доме предназначался Зеленскому. Че, обедов мало? Ну, может, бля, и выдуманная новость, но тем не менее, все равно смешно. Ну, а что-то по сути, да, по сути, какие итоги? Ну, по сути, итоги такие, что все развивается так, ну, в смысле решений, да, заявлений и так далее, все развивается так, как мы с вами видим это, в смысле, в паблике, да, в публичной части. То есть, очевидно, нет никакого разрыва, нет там никакой сложной игры и нет никаких надежд на какие-то резкие изменения, да, которые, скажем так, теплились где-то в начале, по горячим следам, когда только это случилось. Ну, знаете, это как стадии принятия. Поначалу неадекватно все-таки веришь в что-то, в чудесные сценарии, но нет, типа, все развивается так, как мы видим это публично, и это не самый, очевидно, лучший сценарий. Даже более это, блядь, все развивается по худшему сценарию. Ну, в смысле, для пана президента, на мой взгляд. Зеленского. Ну, давайте попытаемся с вами восстановить хронологию событий, которые случились за эти выходные. Понятно, там из важного было, ну, одно-два события, да, я бы все-таки выделил два, но тем не менее, комментарии и какая-то, в общем, хронология. Ну, в субботу по горячим следам, просто чтобы не быть голословным, какие-то важные, на мой взгляд, вещи я выделил, да, из заявлений американских чиновников. Но в целом тон понятен. И не обязательно дословно это все воспринимать. Там их целая череда таких заявлений. Но я решил выделить именно то, что, на мой взгляд, очерчивает их, скажем так, взгляд на будущее, да. В общем, в ту субботу по горячим следам еще после этих всех бесед госсекретарь, да, министр иностранных дел на наши деньги Марк Рубио сказал CNN, что фиксируем, да, это просто, что пан президент должен извиниться, то есть это там не сегодня, не вчера, не сегодня, не вчера, позавчера по горячим следам сказать, что пан президент должен извиниться, то есть это требование, мы понимаем, его сказал не кто-то, а все-таки госсекретарь, да, министр иностранных дел, он должен извиниться за спор в Белом доме, и он сказал, что вот это тоже очень важная деталь, и она вот центральная в моей мысли по поводу этих разногласий, этих там повышенных тонов в Белом доме, да, и вообще по поводу всей этой ситуации, вообще по американо-украинским відносинам глобально, да, с новой администрацией и президентом Зеленским, да, это важная мысль все-таки, он говорит о том, что активное подрывание, да, он говорит, ну, мы скажем торпедирование, да, ну, такая, конечно, наша торпеда в этих условиях, такая торпедка, не Nokia, типа, с зарядкой старая, а какой-то, типа, поменьше телефон и зарядка поменьше. Но, тем не менее, он говорит, что активное подрывание усилий по достижению мира крайне раздражает всех, кто ведет переговоры с украинской стороной, да, со стороны США. Ну, в общем, это очень, это, скажем так, подсвечивает мою, да, основную мысль, что вопрос все-таки ключевой, ведение переговоров мира, договорника глобального, вот этой там разрядки, как угодно можете ее назвать, ну, в общем, по какому-то вот этому треку, по какому-то вот этому треку Вашингтон-Москва, да. При том, что более того, эту новость я не выписывал, да, но она где-то была, о том, что, ну, условно, у CNN, по-моему, она была, о том, что они решили ускорить теперь второй раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном, да. Ну, в смысле, как был в Эр-Рияде. Оказывается, ну и при этом это означает, что эта статья, да, она не принимает те переговоры, которые были в Стамбуле, да, между американской и российской стороной, не принимает их за второй раунд. Вот. Ну, видимо, там был вообще не обсуждался никак наш конфликт, даже косвенно. Вот, это просто важная деталь, нужно, в общем, ее зафиксировать, что именно вопрос в разном видении будущего, и он стал здесь ключевым в этих разногласиях, все остальное такие, скажем так, детали. Детали и возможности для Америки, конечно, как-то президента Зеленского принуждать к миру теперь.
Да, ну тоже не могу не выделить, это просто тоже важно, потому что многие решили, что такой встречи не было, но тем не менее, немного комментариев дала встреча в Киеве, тоже по горячим следам, все это было в субботу, дал министр финансов, ну как, секретарь казначейства, да, американского, министр финансов США Скотт Бессент по своему визиту в Киев, да, и он сказал Фоксу, что встреча была, ну это типа важно, потому что почему-то я где-то уже от пары людей слышал, что ну, они вот подверглись какой-то пропаганде такой серьезной, да, то ли российской, то ли республиканской, что будто бы этой встречи совсем не было. Зеленский ее проспал и вообще проигнорировал министра финансов США. Это не так на самом деле. Он с ним встретился, он говорит о том, что встреча была жесткая и громкая, типа на повышенных тонах. Ну и в конце вы знаете, что президент Зеленский не подписал эту тему с копалинами, с конкретными там долгами и всем таким. Ну, а затем он поехал в Мюнхен, и там вроде вот этот Лютек, уже министр торговли США, еще какие-то вроде более жесткие требования навязал, и там пан президент тоже отказался от сделки в Мюнхене этой. И, ну, более того, мы помним, да, его заявления в Мюнхене, да, они были противоположны тому, что они именно спорили с тем, что говорил Венс, и вообще с американским настроением по этой линии. Они были такие, ну, еврооптимистичные, да, проевропейские. Совсем не то, что хотели слышать, в общем, в Америке. Ну, в общем, вот так. Дальше, да, просто фиксируем, какие были заявления, да, чтобы понять, еще формируется реальность. Тогда же, да, девочка-спикер от Белого дома сказала Фоксу, что мы больше не будем выделять поддержку, да, на войну в очень далекой стране без перспективы наступления крепкого мира. Ну, то есть зафиксируем, что в Белом доме проговаривают то, что они не собираются поддерживать Украину, да. Более того, если обратиться к статьям, да, например, Нью-Йорк Таймс пишет, да, о том, что ссылаясь на какие-то источники в Белом доме, ну, естественно, анонимные, понятно, что это так письми по воде Виляна, но суммируя все обстоятельства и как они складываются, охотно верится в то, что есть вероятность отмены помощи, и не то, что типа будущих поставок, будущих выделений денег, да, по ПДА, да, по программе президентской финансирования, какая у нас была. Более того, есть шанс заморозки помощи, которую выделила прошлая администрация, еще байденовская, это целых 3,8 миллиарда денег. Вот. И, ну, честно говоря, не сомневаюсь, что они за этот рычаг быстро потянутся. Вот. Да, ну также эта девочка, спикер Белого дома, сказала, что еще сделка по ресурсам не рассматривается в целом сейчас. Ну, то есть это тоже, наверное, должно нам говорить о том, что вопрос более глубоких противоречий, а не только сделки, да. И таким он вряд ли стал от вот этого конфликта. Ну, типа, конфликт это плохо, да, но, думаю, он не должен влиять на внешнеполитический курс США. Из этого мы понимаем, что таки вопрос, наверное, в мире. И то, что сейчас они Зеленскому отказывают в сделке, требуя от него извинений, думаю, что здесь дело именно не только в самой номинальной части этого. Думаю, что дело именно в том, что президент Зеленский тупо не согласен с их картиной мира, да, с их картиной будущего. И с этим связано то, что они уже в целом не обсуждают вообще, не рассматривают, в общем, эту сделку. Ну и где-то еще было таких пару похожих комментариев, в общем, сделка на паузе. Ну и мы помним, что касательно вообще каких-то взаимодействий с Зеленским, не знаю, насколько эта позиция станет более гибкой, насколько на нее смогут повлиять лидеры европейских стран, да, в смысле Трампа, он сказал, что, ну, покуда более расположенным к миру, опять-таки, не к подписанию сделки, расположенным к миру, да, покуда пан президент Зеленский не станет, то встречаться мы с ним не будем. И в Белом доме его видеть не хотим. Вот. Идем дальше, да. Это уже следующий день более. Ну, вы видели, наверное, драматичная тема с сенатором Линдси Грэмом. Драматичная она потому, что большой друг Украины. Большой друг Украины, с чего, блядь, так люди решили? Я не знаю, он приезжал в Киев, говорил вещи такие, что ну да, Украина неплохо, у них еще тут есть корисні копалини, и говорил еще, что ну, Украина неплохо, нужно бы только подснизить возраст мобилизационный, бо нельзя так воевать. Большой, блядь, друг украинского народа, пиздец, таких друзей за хуй в музей, вообще, просто ад. Ну, в общем, то есть не вызывал он у меня никогда не было у меня сомнений в том, что он, конечно, не друг, блядь, а политик, и таким образом гнида, конечно. То в этом смысле я не удивлен, что он тут же с линией партии республиканской, ну, с линией администрации Трампа не решил не делать ставки на какие-то там, блядь, такие силы сомнительные и жесткие начал раздавать комментарии.
А жесткие комментарии помимо того, что, блядь, пиздеть лишнего в Белом доме президенту Зеленскому не следовало, и вообще, ну, следует извиниться там, и вообще это неуважение. Ну, в общем, все в таком духе. Европейцев поддерживать, вообще европейцы плохо. То, что европейцы там, им лучше было обороной заниматься. Сейчас они хуй пойми на что похожи, и хуй пойми, что требуют, и как они это будут реализовывать. Ну, то есть вот такие вещи. Ну и последнее, это перепалка уже с выборами, да. Ну, она связана еще и с той охуенной пресс-конференцией, общения с журналистами, которое Зеленский сделал вчера по итогу встречи с европейскими лидерами. Вот, то там такая заочная у них перепалка о том, что, ну вот, Линдси Грэм говорит, что Зеленскому там надо куда-то уходить, что-то там. Президент Зеленский говорит, что, ну, вообще только, вот если он будет гражданином Украины, я ему могу дать гражданство, тогда его голос будет что-то значить. Линдси Грэм говорит, что да, голоса украинцев тоже нихуя не значат, нет таких голосов, которые могут что-то значить. Меня еще всегда, ну, типа, эта риторика, конечно, уже последних, ну, наверное, несколько месяцев, да, Зеленского, меня, конечно, немного всегда шокирует как-то и заставляет задуматься над тем, как пан президент Зеленский именно реально видит свое будущее, насколько он реально держится за власть. Это то, что он, ну, вы знаете, я абсолютно убежден, всегда последовательно был, и там огромное, на несколько часов, да, ну, это фрагмент трансляции, где-то он лежит, да, вы можете его найти, но у меня есть это видео, я его планирую залить, да, о том, как я вижу отношения Украины и НАТО, в общем, считаю, что вещи никогда не пересекающиеся, в смысле, не видать членства в НАТО нам никогда было и никогда не будет видать, то есть всегда немного удивляют его эти слова о том, что он может свое президентство обменять на НАТО, он может уйти в обмен на НАТО. Я даже не сразу приходит в голову, какую можно, блядь, аналогию подобрать этому, да. Ну, реально, не понимаю пока что. Ну, то есть, такая-то наебучка, что я даже не могу придумать, с какую, блядь, аналогию можно с этим провести. То есть, это даже не то, что там, как обычно, да, дать деньги и не поехать таксисту. Нет, типа что-то вообще выходящее за рамки. То есть, помимо того, что НАТО никогда не случится, то есть, президент Зеленский что пытается сказать, что он, типа, никогда не уйдет, называя нереалистичные требования. Или он пытается как-то, ну, просто это, если нет, если он реально верит, что кто-то согласится на, ну, почему-то, типа, принять Украину в НАТО в обмен на уход Зеленского, он, типа, это как террорист, он себя изображает, что он, типа, взял в заложники и выдвигает требования, типа, мне НАТО и еще самолет и мешок денег. Ну, я, честно сказать, мне очень сложно понять логику таких заявлений, просто мне кажется, что они именно на уровне риторики вредные. То есть я не знаю, на кого они рассчитаны и кого они должны купить, но выглядят они откровенно странно, да. В общем, совершенно не понимаю, типа, чей это может быть интерес, да, кто может быть в этом заинтересован. Это было бы логично, если бы, ну, хоть как-то, да, если бы он какие-то такие сделки предлагал народу Украины, типа, вы, народ Украины, я вас оставлю, если вы дадите мне, не знаю что, торт золотой ключик. Ну, тогда бы это больше смысла имело. Ну, в общем, это просто на тему этой мысли. В общем, да, перепалки, Линдси Грэм. Очень важная деталь, что параллельно открутили кран и начали просто, блядь, ну я не знаю, кампанию, не скажешь, ну, кампанию по уничтожению, кампанию по дискредитации, кампанию по очернению. Ну, в общем, начали кампанию по конкретному измазыванию говном президента Зеленского. Ну, то есть все американские чиновники, приближенные к Трампу, да, какие-то, все американские журналисты, приближенные к Трампу за все эти дни, небольшой промежуток времени, но мнение полностью, да, переключилось их на это. Все громкие голоса и вся соцсеть Илона Маска включились в общую, типа, канву, общее настроение, типа, поливание говном президента Зеленского. Ну, то есть компания, конечно, по дискредитации, конечно, спланированная, но тоже просто все из этого, что они пишут, это, конечно, правда, да, но в информационной войне правда вещь не то, что относительная или второстепенная, а вещь, наверное, несуществующая, да, несуществующая. Ну и в общем, Илон Маск репостит, чего только не репостит, Илон Маск репостит и пишет посты на тему того, что, ну вот там вы видели, наверное, переделанная вот эта карикатура про дилемму с вагонеткой, да, только там вот это одна рельса и едет вагонетка, один путь,
едет вагонетка по телам, и, ну, в оригинале там ты можешь остановить вагонетку, но тогда все, типа, вложенные ресурсы были потрачены зря, все погибли перед этим зря, ну, типа, так она еще логику имеет, у него она еще как-то более дико переделана, что, типа, президент Зеленский может остановить войну, но не делает это потому, что, типа, там обогащается или с этим связана его власть. Репостит такую, ну, я не знаю, слова тяжело подбирать здесь, репостит такую хуйню, где, ну, кто скажет, что это неправда, да, но просто все-таки это компания, часть информационной войны, да. Репостит или постит такую хуйню, где шахматная доска, и типа президент Зеленский поехал там, лижете сосете, да, вот это, общается с европейцами, пока украинцы гибнут там в окопах, образно говоря, шахматная доска, где типа пешки там, кишки их раскиданы на доске, а рядом с доской сидят короли белые и черные и типа общаются уважительно. Ну, короче, вот такой уровень, типа, чтобы вы понимали, как сейчас выглядит информационное пространство. Люди, ну, типа, Ривня, Горловский компьютерный клуб, да, люди, которые, скажем так, какую-то занимали, ну, там вот, не отношу его туда, просто, чтобы вы понимали плюс-минус настроение, да, как Денис Елисеевич, да, которые долго, очень долго, на протяжении всей войны, многие из них, не буду говорить за Дениса Елисеевича, просто он и более мелкие, вероятно, возможно, какие-то связанные с Россией, да, аккаунты, кто-то нет, кто-то по, думаю, определенно с чистым каким-то своим умыслом. Ну, в общем, да, люди последовательно всю эту войну пытались пробить вот этот firewall, как они называли, блокаду, попадание информации про обстоятельства с нашей мобилизацией, про бусификацию на Запад. Вы не поверите, после вот этого, что случилось с Зеленским, они этого добились. Вот какое чудо, типа говорят, firewall обвалился. Трамп Джуниор репостнул огромный тред про мобилизацию в Украине. Ну, там, естественно, со всеми красками, где вот там бьют. Ну, вы знаете, в общем, что я вам рассказываю, прекрасно знаете, как обстоят дела жизни в Украине. Мы все об этом с вами хорошо знаем. Нужно сказать, что этот Трамп-младший, да, ну, никогда не отличавшийся любовью к Украине, репостнул, например, репостнул вот этот тред аккаунта, который, ну, там наглядно вспоминается всегда, Лорд Бебо. Ну, на аватарке у него собака. Где-то я читал расследование, да, я помню просто этот аккаунт на протяжении войны, помню, как он транслировал, не ИПСО, да, то есть не в том смысле, что он показывал там жизнь в Украине, да, там мобилизацию, нет, он именно занимался тем, что транслировал какую-то откровенно кремлевскую информацию, связанную с войной, да, там, связанную с какими-то ракетными ударами, там, и так далее. Типа ракеты в Краматорске, там, ну, и какие-то менее, скажем так, спорные темы, более однозначные. Этот аккаунт занимался тем, что на английском языке трактовал их в российскую сторону. Есть какое-то расследование в Твиттере об этом аккаунте в том числе. Я просто вам пытаюсь объяснить, как сейчас там выглядит информационное пространство, что наши люди празднуют как победу и где мы оказались. То есть, ну, с одной стороны, это правда, но с другой стороны, то, что происходит, не могу в полной мере разделить, в общем, радость всех этих людей, которые радуются, что они этот противопожарный ров преодолели. И эта информация про бусификацию сейчас просачивается, ну, по крайней мере, в мережі Х. Очевидно, конечно, что эта мережа Илона Маска работает в его пользу, да, и это тот тейк, например, который продвигал как опасность мережі Х, продвигал записки державного эксперту, да, большой наш интеллектуал. И я как раз с этим тезисом не спорил, я просто говорил, что это нормальный баланс сил, и починить это государству это не выход. Ну, я при этих позициях остаюсь, но просто то, что он писал, это, конечно, правда, действительно, это инструмент в их руках очень сильный, информационный, они нихуя не стесняются его использовать, и это тому наглядное доказательство. Ни с того ни с сего падение этого фаервола, опять-таки 3 года подряд я наблюдал разные аккаунты, которые на английском языке писали о мобилизации, это не вызывало ни малейшего ни у кого интереса, ни у каких там, блядь, журналистов, хуистов, ни у кого. Оно вообще туда никак не попадало. Ну, в общем. Я это все веду к тому, что опасайтесь, блядь, социальных сетей, где есть вот генерация ленты, вот это через алгоритмы, это полный кал. То есть без манипуляций, там, если хотите чего-то честного, да, если не хотите бороться с манипуляциями, да, вообще их испытывать, какие-то с информацией, блядь, не пользуйтесь, не доверяйте, не пользуйтесь теми социальными сетями, где есть такая лента. Ну, это просто такая заметка на полях, выводы просто об этом всем, да. Как сейчас, бля, в целом выглядит там информационное поле и что оно из себя представляет. Хорошо. Это то, в принципе, что описывает нам отношение действующей американской администрации, нашего основного партнера.
с нами, да, с украинской владой. Тоже у меня здесь написана строчка, насколько конфликт был спровоцирован, потому что реально очень много в публичной плоскости обсуждается, насколько конфликт, типа, был запланирован, да, насколько Венс и Дональд Трамп сидели и думали, вот сейчас приедет Зеленский, мы его загоним как крысу в угол, он типа заистерит и перемога будет у нас, можно слить Зеленского. Ну, я просто до новостного блока столько сказал уже об этом, да, и о своем видении этого, что абсолютно совпадает с тем, что я говорил на прошлом стриме, что, наверное, не вижу смысла повторяться, как я просто в общих чертах противоречия более широкие, связаны с более фундаментальными вещами, конкретно с видением мира, нежеланием президента Зеленского идти на эти условия. Я не даю здесь оценок, ну просто как политолог не даю оценок, так-то сердцем, конечно, я оценки дать бы мог, вполне себе однозначные. Но в целом не согласен он с тем, что хотят они, в этом ключевое. Они это прекрасно понимали, поэтому и вели себя хамовато, и в целом большой потери не испытали, да, потому что понимали, что Зеленский не пойдет до конца этот план исполнять, он с ним, блядь, не согласен в целом, да, с таким примирением, с такой разрядкой американо-российской, да, и, скажем так, с какой-то потери в интересах Украины, а конкретно украинской влады, и, вероятно, одним из требований это то, что где-то между каким-то миром, возможно, даже никогда не планировавшимся к реализации и перемирием, будут еще и выборы, да. И на то есть множество причин, от реально каких-то связанных с личным будущим политическим президента Зеленского и заканчивая его видением будущего Украины, в том смысле, что выборы ее добьют и так далее. Ну, то есть я ему в голову не залезу, но суммарно, скажем так, не отбрасываю никакую из версий, да, все их беру во внимание, и поэтому стараюсь как-то непредвзято на этот вопрос смотреть. Да, но это просто в общих чертах, более развернуто я говорил и в начале сегодняшнего стрима, и на прошлом стриме также. Довольно забавно, кстати, что сейчас многие вспомнили шутку про «расскажи, как ты колдуна нахуй послал». И мы так стрим назвали, ну я так, по крайней мере, не стрим назвал, но одна из версий названия была, а может и действительно так назвал стрим. Где-то вот пару дней назад в этом же контексте, но не помню какое событие, ну тоже в каких-то американо-украинских отношениях, то есть в зарождающемся этом конфликте. Ну, в общем, да, это просто пару слов о глобальном видении. Да, ну, друзья, и самое главное событие этих выходных, да, на которое возложили, ну, неоправданно много надежд на самом деле, это, конечно, саммит европейских лидеров в Лондоне, который проходил, пытающийся как-то справиться с последствиями случившегося в Вашингтоне, как-то на них отреагировать. Слаженно, да, но тем не менее, однозначно самое важное событие, на которое возложили неоправданно много надежд. И вы знаете, на самом деле нужно отдать должное европейцам, нужно отдать должное этим европейским лидерам. Не все людское в них погибло, вы знаете, не все людское в них погибло, и они не оправдали, конечно, ожиданий, ну, в смысле, в своей риторике не оправдали ожидания, типа, самых зверских и самых тупых каких-то наших с вами співвітчизників, да. И это приятно порадовало. То есть я в целом, ну, скажем так, один из самых страшных сценариев у меня был, что я ожидал, что они навалят, типа, воюй, Микола, мы с тобой до последнего, нихуя ни с кем мириться не надо, мы теперь с Трампом нахуй не кенты, Трамп нахуй, воюй, и вообще, блядь, Трамп себя повел подло, мы сейчас там американский, блядь, подключится, короче, Конгресс, ты, все будет, вообще на все забей хуй, гусь свиньи не товарищ, там извиняться не надо, ебашь до последнего, мы будем рядом. Ну нет, блядь, слава богу, этого не случилось, да. Не знаю, насколько это нам в целом радует, что это хотя бы не случилось, но насколько это в целом изменило картину, особенно, да, видение будущего нашим президентом, не до конца понятно, и особенно не вселяет никаких надежд его интервью после этого, да, ну, то есть случилось несколько событий, как я сказал, это, конечно, самое главное событие, это эта встреча, да, ну и потом общение Зеленского с журналистами после нее, вот. Ну, если говорить о встрече, да, то она, слава богу, без вот такого категоризма. Да, она очень обтекаема, да, мы с Украиной до конца. Да, гарантии надо, конечно, там, но без США гарантий никак. То есть США ключевая фигура в обороноспособности, в архитектуре обороны в Европе. То есть никаких гарантий в целом, понятно, никто не даст без США. Вряд ли их вообще кто-то даст в какой-то форме, там, миротворцы и так далее. Понятно, что это очень размыто и, блядь, не очень серьезно.
Но при этом им хватает смелости, скажем так, признать тот факт, не обманывать никого, признать тот факт, что без США это маловероятно все к реализации, да. Точно так же, как и все они, даже публично, как британский премьер Страмер, да, и при этом и не публично, о чем говорит множество публикаций в западных медиа, президенту Зеленскому сказали, что мириться лучше все-таки надо, да, сказал и генсек НАТО, сказал и премьер-министр Британии, что все-таки нужно как-то пытаться отношения с Вашингтоном восстановить. Это тоже радует, в общем, что они не стали в ту позицию, за которую все боялись, именно увидеть в пане президенте, да, и в этом конфликте увидеть возможность для того, чтобы какие-то занять, возможно, позиции более острые по отношению к конкретно президенту Трампу, да, его администрации. Ведь такое могло случиться, конечно, хоть и понимая там зависимость Европы и неготовность ее брать ответственность за войну в Украине, но все-таки этого, блядь, можно было вполне ожидать, да, их риски не так велики, как кажутся в этих условиях. Ну да, в общем, этого не случилось, без США никак, но типа мы с вами все равно до последнего и денег каких-то дадим, да. Ну, мы много об этом говорили, ну ладно, давайте как-то по порядку. В общем, в этом смысле не самый худший сценарий. Другое совсем дело, это, конечно, интервью, общение президента с журналистами после. Ему, наверное, вот нужно все-таки президенту, вот сейчас такая ситуация сложилась, ему, наверное, все-таки нужно реально перейти на формат чтения с бумажки. Ну, в смысле, ничего зазорного в этом нет, и многие так делают, мировые лидеры. То есть далеко не каждый сидит и там свободно со всеми чешет и может себе позволить, скажем так, такое право иметь. Я бы на его месте, может, все-таки поменял формат, чтобы не пороть жару, да, это как многие люди говорят о том, что президенту Зеленскому стоило привлечь переводчика на той встрече в Вашингтоне. И одним из основных аргументов приводят то, что у него было бы какое-то время, ну, порядком там 5 секунд, подумать. Не знаю, насколько это имеет смысл. Вот мне, например, ну я, конечно, человек тупой, и наверняка тупее Зеленского, и не разгоняюсь ничем, поэтому мне кажется, что мне бы 5 секунд не помогло вообще. Мне нужно 5 дней. Вот 5 дней мне помогло. Если есть такой переводчик, который на 5 дней может відтермінувати відповідь, то тогда хорошо. И то не факт, что это мне бы помогло лично. Но при этом говорят, что очень сильно сыграло то, что довольно топорное, да, там, владение английским президента Зеленского. Я его там за это никак не критикую. Ну, просто, типа, это просто факт, типа, жизни, да. И неудивительно, что там у него нет времени сейчас улучшать свой английский, ходить, заниматься там. Но говорят, что вот там, обращаясь к Венсу, он не совсем корректно использовал обращение. Вот в этом «можно я задам вопрос». Типа, он довольно, это там для носителей английского языка, это прозвучало довольно грубо. Может быть, это в том числе так, такие мелочи тоже, да, влияют. Ну, в общем, я это все к чему вел, что, наверное, стоит, блядь, лучше отойти от этого формата на какое-то хотя бы время, да, как и следовало сливаться. Я этого, может, не сказал, это самое главное. Следовало сливаться с тех переговоров с Трампом, если не уверен в себе и не удалось основной миссии поговорить с Трампом до. Или сливаться, или как-то терпеть, дожидаясь беседы с глазу на глаз. Ну, в общем, так и здесь. Лучше, блядь, наверное, в целом перейти немного на другой формат, потому что я посмотрел, я был довольно, скажем так, приободрен гибкой позицией Европы, не сжиганием мостов, а в смысле каким-то балансом, что все-таки с США надо помириться как-то. Ну, в общем, как-то нужно восстановить отношения. Это самое главное, наверное, что следует из той встречи. Все остальное можно пропускать серым шумом, как типа с низкой вероятностью реализации там всего чего угодно. Но потом, когда я услышал это интервью, я реально расстроился. Президент Зеленский, блядь, повторил все то, что он всегда, то, что он и сказал в целом в Вашингтоне. В общем, он ни слова из своей риторики не изменил. Он начал какую-то вот эту перепалку, ответил как-то, причем, ну, вот здесь, я считаю, он ответил довольно грубо, да, то есть нет смысла грубить американскому сенатору. Он как-то грубо так ответил в своей манере Линдси Грэму. В общем, повторил все тезисы, мне реально стало грустно. То есть ему сказали, что нужно пытаться восстанавливать отношения с США. Он, очевидно, на это не настроен. Ну, по крайней мере, исходя из того интервью. Может, сейчас он как-то там проспался. Я, честно говоря, сомневаюсь. Меня расстроило то, что настроения президента не меняются. Он дальше гнет свою линию. И, ну, тут даже речь не в том, что надо бежать и записывать видео с извинениями, хотя они в целом уже где-то этого требовать начинают. Мне кажется, это не поможет, потому что нужно подчиниться их видению будущего
окончания конфликта, да, на что президент явно не готов. То есть дело не только в мелочах, в смысле извинения, далеко не только в них. Но в целом хотя бы не нужно накидывать говно на вентилятор, в смысле не нужно ускорять там снижение своей популярности в Америке, поддержки себя и Украины. Наверное, не нужно с ними дальше продолжать острить. Ну, точно этим ситуацию не улучшишь. Не обязательно кататься, хуй с ним, ты с ними не согласен, не обязательно кататься в ногах, но мне кажется, не стоит ухудшать свое положение, не стоит всему миру демонстрировать позицию, типа вот эту позу, не стоит всему миру доказывать свою недоговороспособность в этом контексте. По-моему, простая мысль. Очень, в общем, расстроил он меня этим разговором. Ну, вы видели там еще Макрон в Фигаро. Там он почему-то довольно спокойно себя вел на вот этом встрече европейских лидеров. Кстати, вот касательно тона встречи, я видел, что жаловались страны Восточной Европы, известные, да, своей мощной силой и своей позицией, да, в отношении этого конфликта, в смысле прибалтийские страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва, что их не позвали на этот саммит. Ну, наверное, неудивительно, предложить они нихуя не могут в силу своей слабости абсолютно экономической и военной, при этом повлиять, в смысле, на тон они могут, потому что они очень радикально настроены, явно был формат не тот, ну и действительно они там ну, ни до чего такого дикого не дошли на этом саммите и встрече европейцев. Ну, в общем, да, к чему, что потом в Фигаро Макрон предложил, как я понял в этом материале, да, предложил такую идею, как на один, ну, он любитель чего-то такого исполнить, вот чё-чё, а этого ему не отнимать, да. Все-таки вот, блядь, талантливый он политик, как ни крути. А, как известно, да, скилл политика — это вот так придумать какую-то, исполнить хуйню, какую-то возможность. Ну, в общем, да, предложить на месяц такую форму перемирия, как, ну, там написано в воздухе и на воде, ну, в смысле, в общем, не удары ракетами, да, по сути. И, ну, я когда это прочел, сразу понятно, что Москва на это не пойдет. Более того, Киев и Москва это уже обсуждали когда-то. Говорят, что когда-то это даже какое-то время действовала, эта договоренность, но потом Москва от нее отказалась. И здесь вот все начали рассуждать, кому это более выгодно. Я вот прочел пару строчек колонки Кашина, по-моему, да. Он там пишет, что почему-то Макрон, блядь, помимо того, что Макрон призывает, в смысле, ну, озвучивает идею того, что нужно действительно диалог с Путиным какой-то вести, помимо того, что он, ну, вполне логично не обещает миротворцев в ближайшее время, и все такое прочее, что, ну, в целом, трезвость должна нас с вами радовать, друзья, потому что сейчас впасть, блядь, в дурман и поддакивать, типа, одичанию президента Зеленского, это было бы охуенно грустно. Для нас с вами, да. Но тем не менее. Да, и вот Олег Кашин рассуждает на тему того, что почему-то Макрон сейчас это предложил именно когда Украина четко, мощно разъебывает заводы нефтеперерабатывающие, да, и такую подобную инфраструктуру в России. Я вот на самом деле не знаю, кому более сейчас выгодны, кому более невыгодны удары. Мне кажется, что Макрон, предлагая вот такой формат ограничений на месяц, я думаю, он понимает, что сейчас есть высокий шанс того, что Москва очень сильно, скажем так, остервенеет, да, чувствуя удачу ссоры Киева и Вашингтона, да, в смысле президента Зеленского и Трампа, может, ну, начать опять в одну калитку энергетику разъебывать, например, да, свершить ту свою мечту удара по подстанциям на атомных электростанциях, что будет нам стоить очень серьезных последствий, особенно еще и в контексте того, что поддержка со стороны США, ну, вероятно, может вообще прекратиться, да. Это очень вероятно, ну, прям очень-очень вероятно, скажем так, наверное, это случится. То, в общем, я думаю, что он скорее с взглядом в будущее это делает, и тогда это имеет больше смысла. Но сомневаюсь, что кто-то на это пойдет, опять-таки. Москва в этом смысле, ну, обладает большим потенциалом, в смысле урона с воздуха буквально, поэтому, думаю, не пойдет на это. Ну, в общем, вот так. Да, ну, еще один момент, и тут я просто что-то смотрел, не знаю почему, это был комментарий Хрома Чимори, ну я уже все сказал, мне нечего добавить. И комментарий к Солонину, посмотрел немного видео Солонина, оно называется «Триумф Вов», по-моему. Я, честно сказать, посмотрел половину, не знаю, к каким он выводом пришел, но, честно сказать, всегда довольно забавно наблюдать разных людей, там, от Михаила Светова до Александра Баунова, ну, в общем, то есть от, скажем так, от политиков до политологов довольно забавно наблюдать их попытки, несмотря на то, что мы в целом находимся, ну,
плюс-минус в одном, ну, в одной культурной, одной языковой среде, довольно всегда забавно наблюдать их видение Украины, их видение украинского государства, их видение украинской политики. Ну, в общем, я посмотрел половину, там, может, начало этого ролика Солонина, и там сразу меня улыбнуло его рассуждение на тему, скажем так, насколько, ну, это все можно сократить, сформулировать до того, насколько Украина правовое или, ну, что он доказывает, неправовое государство. Там он рассуждает на тему того, что можно бесконечно продолжать военное положение при наших законах, ну, что в целом, наверное, в любой стране можно, потому что такая конфигурация парламент и президент. Там же он приходит к моему выводу, о котором я всегда говорил, что, ну, право, оно создано, право и то государство правовое, да, и смысл права это именно, ну, вот в смысле политическом, да, это именно добиваться баланса в возможностях, в силах между сильным и слабым, то есть в этом смысл, да, права, понимаете? И если право работает на сильного, то это уже не правовое государство, очевидно. Ну, там он приходит к мысли о том, что Конституционный суд Украины является здесь истиной в последней инстанции в трактовке Конституции, и его никак нельзя оспорить, а он подчинен офису президента. Я не знаю, он там это проговаривает или нет. Ну, в общем, это все довольно забавно. Там он просто пытается объяснить, что возможно, это все, ну, как я понял мысль, да, делается для того, чтобы бесконечно сидеть у власти, и так далее. Я сомневаюсь. Там он рассказывает о том, что украинский парламент принял эту бумажку о поддержке демократии в Украине. За этой формулой скрывается то, что выборы в Украине проводить нельзя, и мы с этим согласны. Ну, это все очень классно, но, опять-таки, это забавно наблюдать, но в реалиях Украины он пишет о том, что за таким новостным фоном, типа тяжелым, да, возможно, умышленно, очень насыщенным и ярким, эта новость прошла незамеченной. Она прошла незамеченной, потому что это нахуй ничего не значит, абсолютно. Он мог бы сидеть так, с таким же успехом у власти и без решения своего же парламента о том, что они согласны с непроведением выборов во время войны. В общем, не очень значительная вещь, мне кажется, не туда копнута. Ну, если бы я сейчас смотрел, наверное, было бы более содержательно, так просто. Это еще и было вчера, поэтому уже много из моей памяти Слышишь, ты потерялось и умник? много Что с тобой удивления. нахуй разговаривать, ты, блядь? Просто всегда, будучи украинцем, да, следящим внимательно за политикой довольно давно и последовательно, всегда смешно слышать о том, что что-то есть, что противоречит нашей конституции там и так далее, блядь. Это всегда забавно. Это всегда смешно. Да, ну, в общем, вот такие мысли. Ну, тут еще пару новостей, давайте попробуем. Ротация МАГАТЭ на ЗАЭС через российскую сторону без согласования, через российскую территорию, через Россию без согласования с Украиной. Первое случилось. Вот как бы вроде напрямую не связано с каким-то, скажем так, с какой-то оттепелью, что ли, да, ну, в общем, с американо-российскими отношениями вроде напрямую не связано, но все-таки, видите, это то, о чем я говорил, что мы с вами, наверное, недооцениваем вес США, да, вы не до конца, может, понимаете, или я не до конца могу объяснить, что это несет довольно серьезные последствия в том смысле, что они могут принять каскадный характер, в смысле, многие могут к нам охладеть, глядя на США, потому что они равняются куда-то на ту силу, на ту мощь и понимают, что, ну, где та сила, там точно победа. Ну, в общем, да, вещи напрямую не связаны, но вот это, наверное, пожалуй, удачный пример такого, скажем так, каскадных свойств таких процессов. Ну, тоже, да, новость, по которой мне реально нечего сказать. Я не знаю, чем я ее написал, про удар Искандером по учебному центру. Это такое в Украине, в принципе, случается. А вот то, что, почему мне есть что сказать, это такая более, наверное, новость шуточная. Арестович Брейнротович. Правильно сказать, наверное, Алексей Брейнротович Арестович. Друзья, последнее время, вот как бы ни с того ни с сего, ну, может, удача, случайность, типа рандом, а может, сука, наверное, нет. Ну, в общем, вот реально стал часто в ТикТоке встречать, ну, я видел, вы уже скидывали и в чат в Телеграме, стал часто встречать Брейнрот песню про Арестовича, там, типа, у меня есть голос, там, но я не могу голосовать. Ну, в общем, это песня какофония, и там, может и шуточная, может и нет, а может, сука, Арестович уже запустил Брейнрот кампанию к выборам. Вот и думаете, я все-таки, блядь, всегда, конечно, конспирологические мысли, мне кажется, конечно, что второе реально, Арестович подпустил Брейнрот компанию уже такую политическую куда-то в сторону ТикТока. Ну, то есть, наверное, это не полноценно, но типа проба пера, да, то, как он видит, то, как он будет делать, скажем так, намечает курсы. Ну, в общем, суммируя, вы поняли, европейцы взвешенно себя повели, понятно, что
сложно в их конфигурации прийти к чему-то единому. Экономическая, военная слабость, экономическая слабость, не позволяющая резко нарастить военный потенциал, сложность буквально их конфигурации, это набор, блядь, разных стран с разными интересами и с разной сложной внутренней политикой. Все это ставит их в не очень, блядь, выгодную позицию, но тем не менее они довольно мудро себя на этом саммите проявили, да, то есть довольно трезво президенту, на мой взгляд, донесли мысль, что все-таки без США здесь обойтись не выйдет. Но как точка на векторе, которая нам показывает направление этого вектора, конечно, президент Зеленский, блядь, в своем вот этом общении с журналистами меня расстроил. По всей видимости, отношения с США наши очень сильно охладеют. Очень сильно охладеют. Ну, ни для кого не секрет, что половина нашей помощи, она идет от Соединенных Штатов. Но, как я сказал, нельзя игнорировать, скажем так, то, что не выражено просто в цифрах и графиках, потому что сама из себя, типа, сам из себя аргумент графиками тоже может быть довольно манипулятивен. Дело в том, что это действительно половина помощи, если посмотреть ее в финансах, да, военной помощи. И действительно невозможно, мне кажется, представить ситуации, где Европа, Европейский Союз или Европа, типа, вместе с Британией смогут и с Канадой смогут восполнить половину нашей поддержки, да. Ну, сложно это вообразить, где просто они возьмут эти деньги. Да, точно так же, как и стоит понимать дипломатический вес США в мире, что опять-таки их воля и их курс, его слушаются многие, многие ему подчиняются, многие на него ориентируются неспроста. Нельзя вспомнить и сложную дипломатическую игру во время поставки вооружений в Украину на начальных этапах, а конкретно тяжелых танков, да, то есть Польша поставляла нам Т-72, Польша и Чехия поставляли нам Т-72 советские, потому что Соединенные Штаты пообещали им перевооружение на выгодных условиях, перевооружение на Абрамсы. Да, так же, как и Германия им что-то обещала. Да, если говорить о современных танках уже, то есть Челленджер, Леопард, Абрамс, точно так же страны эти все, да, которые собирались поставлять современные танки в Украину, они выжидали воли США. То есть, ну, там был какой-то временной лаг, по-моему, первее всего все-таки Британия выступила, но он незначительный, они понимали решение США. Ну, в общем. Да, как я сказал, половина военной помощи это помощь Соединенных Штатов, но мы должны понимать, что западная помощь вопрос производителя. США страна с самым большим в мире, причем с огромным разрывом, самым большим в мире оборонным бюджетом, причем растущим постоянно. Этот оборонный бюджет, он настолько большой, что все совокупные страны НАТО без США, их весь совокупный оборонный бюджет, он меньше значительно, чем оборонный бюджет только одного США. То есть США это еще и очень мощный производитель вооружений, да, то есть, как я уже сказал, там основа нашего ПВО это комплекс Patriot, да. И таким образом, скажем так, помимо просто сухих цифр, да, помимо сухих цифр того, что это половина нашей поддержки, мы еще и должны понимать, что это еще как бы какие-то неявные, сложные наши зависимости, например, от того, что они производят что-то безальтернативно, они выдают лицензии на что-то, да, к чему нет альтернативы и так далее. То же самое и касается поставки самолетов. Все выжидали решения США о поставке F-16. Тоже, да, нужно ли говорить, что это американский самолет. Ну, в общем. Я просто пытаюсь донести того, что это очень тяжелая ситуация, не стоит недооценивать, и не зря, конечно, то есть очень правильно европейские лидеры сказали пану президенту, что все-таки мириться надо. Удивительно довольно, не похоже на них, что они заняли такую, ну, скажем так, милосердную, удачное слово, милосердную по отношению к нам и к украинскому народу позицию, да. Это очень милосердно с их стороны было, на них это не похоже, как я сказал, не все людское в них погибло. Но в целом, конечно, немного расстраивает позиция президента Зеленского. Я не знаю, как из этой ситуации выйти, но уж точно, мне кажется, не продолжать ее накалять, потому что потеря такого союзника, и, вероятно, она произойдет все-таки, да, вероятно, мы лишимся военной поддержки их. По крайней мере, она будет существенно сокращена. И если президент Зеленский не покорится их воле. Я сейчас не говорю, что там надо делать, просто описываю, что перспектива это, блядь, очень тяжелая. И люди не до конца понимают, насколько эта перспектива, скажем так, будет для нас иметь серьезные последствия.
все не исчерпывается тем графиком Кильского института, да, экономики, который я читал вчера, и на котором основывается весь этот анализ, что половина военной помощи с начала войны Украине — это американская военная помощь. Нет, типа, все сложнее. Та вся европейская помощь, она тоже идет с условиями, она тоже связана с Америкой, как, например, передача польских танков в обмен на перевооружение, как передача каких-то европейских комплексов, которые произведены в США, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, друзья, вот такие дела, вот такие последствия. Читаю ваш чат. И вот. Друзья, что мы пойдем к маргиналу на стрим, кстати, бо кто-то мне там предлагал, может ему войс написать там. Анатолий Маратович, все такое. Друзья, поддержите, пожалуйста, меня финансово, был бы вам очень благодарен. Спасибо также тем, кто это уже сделал. Що не так? Я в піздаресі пояснив, до чого я мав на увазі. Аргумент про нужно остановить кровопролитие. Ну а что, кто скажет, что не нужно? Ну мы понимаем, что каждый может манипулировать этими словами в своих интересах. Но, блядь, выступать против них тоже как-то не круто, согласись. Ну просто упереться в то, что, ну, а так говорил Гитлер там. Ладно, это все хорошо, но вот как вы относитесь к Порошенко? Мне кажется, коровки Рошен просто супер. Я Рошен, блядь, не люблю реально. Ну я вообще сладкого небольшой любитель. І я ж насправді теж хочу миру, щоб люди не гинули, але я не вірю, що ця бумажка якось цьому допоможе. Ну, наше положення вообще печально, хуй его знает, что в нем поможет. Типа, ну это хотя бы какой-то выход, да. Опять-таки, не повиноваться этой воле, ну, я слабо понимаю, к чему нас этот путь может привести. Как пишет пан Арестович, да, будущий президент Украины, да, как пишет, как пишет пан Арестович, да, советник офиса президента бывший, что, ну, вероятно, просто все приведет к тому, что война закончится на более худших условиях. Я не знаю. Ну, в смысле, мне кажется, что это не совсем подходящая формулировка. Что-то я хотел сказать. Где-то, не помню, где читал пост о том, что кто-то думает, кто-то из этой ситуации делает вывод, что, блядь, а возможно вообще, может это у Бабченко было, что, возможно, Зеленский это просто такой шпион такого уровня, ну, типа, пытаясь объяснить логику его действий. Просто я как-то, ну, в общем, логику понимаю, хотя никому в голову залезть не могу. Ну, типа, просто а вот на что президент надеется, если нет? Неужели он реально полная это, блядь, кампучія? Європа витратила значно більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж вони витратили на захист України. Ну да, я сказал, что Америка еще охуенно богатая страна, богатейшая страна в мире. Это очень важно в контексте поддержки каких-то слабоперспективных проектов типа Украины, да. Потому что европейским странам всю эту поддержку ее нужно будет наращивать в ущерб чего-то другого. Тем, чем славится Европа. Социальных программ, здравоохранения, ну, в общем, каких-то понятных вещей. Ще Тарас Шевченко казав, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Было такое. Ну, просто понимаете, это очень тяжело, но нужно как-то вот пытаться все-таки разграничить личные интересы и видение президента, скажем так. Потому что, конечно, мы все с вами заинтересованы выжить там и так далее. Это сильно влияет, это сильно искажает оптику просто восприятия всего. Ну, изначально, потому что, ну, как сказала Марьяна Безугла, мобилизация — это ограничение вашей воли для того, чтобы вы воевали. Ну, то есть, иначе говоря, вас берут в рабство. Ну, понятная вроде логика. И типа, а там дальше подвергают вашу жизнь смертельному риску. Это не может быть добровольно, не может совпадать с вашими интересами. Поэтому это сразу как бы создает, блядь, большие проблемы в восприятии всего. А кто, если не Зеленский, блядь? Охуенный вопрос. Ермак. А, в смысле, типа, вот интересно, кого они хотят альтернативой? Я думаю, они вряд ли там хотят альтернативы. Я думаю, они хотят, чтобы он подчинился им. Они хотят, чтобы он подчинился их видению будущего, да? Повиновался их курсу. Вот и все. А на кого его заменят? То есть это, ну, то есть выборы начинать, это бесперспективная вещь. Они этого не хотят, президент точно на это не пойдет. Снять полномочия, сказать, что у меня противоречие с основным союзником, ну, на его место придет спикер Стефанчук, да, по юридически, да, по закону. Ну, это просто же его марионетка, да, это человек из его политической силы, это просто его ставленник, то есть, ну, нихуя не изменится ровным счетом. То есть, да, это, в общем, мысли бесперспективные на вот этот счет, что там, а вот он уйдет, а что будет.
Люди пишут, что, ну, в смысле, про пост Илона Маска, про вагонетку, да, пишут, что он запостил, что он не останавливается из-за отсутствия гарантий. О том, что вагонетка не поедет вновь. Ну, наверное, просто мой мозг, реально, я приукрасил сильно. Наверное, мой мозг просто исказил со шквалом всего остального говна. Ну, там, какой-то другой хуй написал, что ну, там, условно, не знаю, Трамп младший, еще какой-то говноед написал, в общем, что президент обогащается за счет войны, и это у меня в голове смешалось, извините. То есть, наверное, это важно все-таки отметить, но я, может, там не столько конкретно хотел рассказать, просто в целом хотел описать тон, что они сейчас заняты тем, что, типа, президент Зеленский хуесос. В целом исполняют эту картину, да. Что, как бы, должно нас наталкивать на выводы печальные о нашем будущем и о наших отношениях с Америкой. Фанаты Елисеевича, ты так пишешь все время, будто в протоколе, но я уже этот стиль ценю. Фанаты Елисеевича сейчас так дрочат на Вансе, я в ахуе, насколько им похуй этот Сакой Вансетин. Да, я в ахуе, насколько им похуй, что это лишний аргумент ему в копилу для того, чтобы послать нахуй украинцев. Ну да, но я понимаю их боль. Понимаю их боль. Ну, не то, что там конкретно Елисеевича, понимаю боль других людей, которые не согласны с таким проведением мобилизации, как пишет Лачен. Вот это была большая ошибка, а что надо было, как, блядь, выйти из этой ситуации? Ну, то есть, конечно, все это, блядь, большая ошибка, и, как я сказал в начале войны, это ужасные, нахуй, обстоятельства совершенно, и ничего хорошего из них не выйдет. В Украине нет диктатуры. Открытые границы, постоянные выборы и конкурентное информационное пространство. Михаил Подоляк, ну, база. Блокнотом від вівці. От би кожен написав тернопільському бренду Сумна вівця, як я його прорекламував. Они бы впали. Я сплю спокойно, знаю, что рептилоиды без меня порешают. Да, мем с котиком, он типа спит. Типа, как я сплю, знаю, что рептилоиды решают мою судьбу. Просто понимать бы, с каким таким планом не согласен Зеленский. Ну, с каким-то таким, который не совпадает с тем, что он озвучивал. Понятно, формулировки размытые, справедливый мир. К тому же, понятно, что запросы беднеют, походу. Ну, типа, начинали мы с того, что говорит Яшин, да, в Берлине. Блять, вот это, сука, ж надо такое исполнить. Вот, сука, люди, да. Ничего у них от политиков нет, в смысле, ни популярности внутри страны, там своей России, ничего нет. Сидел в тюрьме, да. Но вот политической, типа, свойственной политикам кровожадности и цинизма, ебаный свет. Да, капитуляция Путина, трибунал там, блядь, короче. Ну, и начиналось все с этого, потому что, типа, уже как-то попроще. Но сейчас уже сложно сказать, что имеется в виду под справедливым миром. Но мы будем принимать за какой-то приблизительный набросок, да, помимо того, что разрядку, ну, по крайней мере, мне кажется, запрос у администрации Трампа такой есть. Отношений между Вашингтоном и Москвой, да, помимо этого, это, наверное, ну да, понятно, не вступление Украины в НАТО. Наверное, это действительно тот план, просто его официально никто не подтвердил. Но поступал он из источников все-таки близких к телу, да. Про 3 пункта. Сначала прекращение огня. Потом выборы. Вот это важно, наверное, и неприемлемо. Потом Да, потом устойчивый мир. Но опять-таки, как это видит президент Зеленский, у него вполне есть основания не доверять этой формуле, в том смысле, что просто прекратится огонь, начнутся выборы, Трамп умоет руки. И все, скажет, это проблема европейцев, если вдруг агрессия повторится опять-таки. Я всегда был настроен категорически на то, что Москва не собирается прекращать войну до полного исчезновения Украины, да. Потому что много вложено реально для Москвы, это очень много, это, блядь, там не мировая империя какая-то, не пупок земли, как Америка, не с таким оборонным бюджетом и так далее. Они так не могут раскидываться ресурсами. Я, в общем, к чему, что я все время, вы помните, эту мысль всегда продвигал и на ней настаивал, что люди не до конца понимают эту опасность. Но чего я не ожидал, это, наверное, такого поворота резкого от действующей администрации, да, американской, вот этой новой трамповской. Я думал, что США никогда, честно говоря, не свернут с этого курса прессинга, именно давления со времен окончания Холодной войны, да. Но, видимо, все-таки реально акцент на китайской угрозе сыграл свое. Никто не заинтересован в этом тандеме. И, наверное, это не безосновательно, наверное, это очень мудро. Ну, в общем, к чему я это все вел? Да, понятно. Это формула, которую я озвучил, которую не я придумал, да, которая была в разных источниках, там Фокс ее первый подал, да.
про 3 пункта. Понятно, это означает потерю Украиной территорий оккупированных. Да, это означает не вступление в НАТО. Вероятно, это было бы близко к тому, что было в Стамбуле. Но вот один вопрос, насколько вышло бы отстоять армию, численность армии. Вы понимаете, самое интересное, что не то, что ни ты, ни я, да, не знаем, каким таким планом не согласен Зеленский. Вполне вероятно, что его еще нет. Есть только желание реально закончить, и вполне в жертву может быть принесена там суверенитет Украины в виде армии, да, просто для Вашингтона это реально не очень значительно. Вероятно, Трамп действительно надеется, что все будет держаться на его авторитете и его отношениях с Путиным. Ну, что, в принципе, он Зеленскому и сказал, что я гарантия. Ну, вот это все. И пан президент с этим не согласен. Я это вижу так. А все остальное это детали, да, и следствие вот этого основного противоречия. Это все так я нахуй размыто объяснил, никто все равно не поймет, все будут приходить. А что ты думаешь, что Зеленский в костюме не приехал? А нахуй его там Венс нахуй послал, да? Как в анекдоте про еврея в кабинете КГБ. У меня есть свое мнение, но я с ним уже не согласен. Очень смешно. Ну реально. Почему считаешь европейскую лояльность чем-то плохим? Потому что эта лояльность вселяет ложную надежду и может нас привести к очень плохим последствиям и укрепить ошибочный курс нашей власти, да? Ну, то есть, как тебе объяснить иными словами, что внушение ложной надежды, обещания, которые вы не сможете выполнить, не в силах выполнить, это плохие будет иметь последствия для нас в первую очередь. Ну, то есть, если бы они все собрались и сказали, все, похуй на Америку, бля, будем мощно сами, а потом выяснилось бы, что они, как это много раз было, не способны это сделать, где бы мы тогда были? Ну, то есть, мне кажется, это не свойственно им. Блядь, ну, короче, я не лояльность имел в виду, лояльность как раз они свою подчеркнули. Короче, все. Не хочу, блядь, говорить то, что просто... Да, спорить с тем, чего я не говорил. Переводчика с русский на украинский. Да, потом с русского на украинский, а потом на английский. Ну, сука, блядь, сказал и сказал. Ну да, кстати, понятно, что сейчас Твиттер, ну, еще тогда был наполнен тем, что вот он там нахуй Венса послал, сказал, что он сука ебаная, сука и проститутка, да, ну, блядь. У него было бы время придумать еще худший комментарий, смішно. Якщо Макрон буде бичити, його жінка вдома виїбе. Дуже розумно. В каком-то плане прибалты это отображение пана президента, они тоже рвутся в бой без розуму. Ну как тебе сказать, они в НАТО, а мы нет. Разница очень большая. Ну да, вот вы, кстати, пишете, это очень интересно. Вопрос разведданных. На самом деле я вот не знаю, как это реализовано, поэтому я это не выделял, потому что все-таки, ну, разведданные собираются всем блоком НАТО, правильно? И это, наверное, какая-то, скажем так, структура внутри НАТО, а не структура американо-украинских відносин в смысле обороны. Это про разведданные, да. Но все-таки натовские, не только американские, а натовские в общем самолеты летают в Восточной Европе, они передают разведданные там и так далее. То есть я не знаю, насколько здесь и как это устроено, да. Раз уж о салоне не зашел разговор, то хочу поинтересоваться, как относишься вообще к историческому ревизионизму? Разделяешь мысли, что есть смысл смотреть на причины разных событий с другой стороны, чем это принято, чтобы найти правду? Сори, если написал так пафосно, мысль именно так я смог оформить. Да нормально отношусь, но просто ко всему нужно относиться критически, да? Типа, армия быдла, которая напивается, в смысле 100 грамм фронтовых, ну я хуй его знает. Ну, мнение хорошее, но... Наверное, на нем все не замыкается. Стоит сравнивать, да. Вот я Чини сравнивал с противоположным мнением коммуниста. Канал называется «Туземный совет трудящихся». Видео про операцию «Багратион». Неужели арестант решил задействовать тактику Трампа с охватом электората посредством мемов? Ну, естественно, это очевидно было бы, что кто-то это... Да все, наверное, будут использовать. Но он, думаю, видите, наверное, первый. Один вин так сейчас на грудях вебкам сейчас в соцсетях пиарится. Думаешь, там Арестович займет их место? Это жестко.
А почему Z до сих пор не извинился? Ну, потому что не считает нужным, не видит за что. Неважно, считает он себя виноватым или нет. Ну, видишь, неважно для нас, для него, наверное, важно. Он что, не отдупляет, что все может закончиться? Ты понимаешь, еще раз, давай вернемся к мысли, которую я вроде подкрепил аргументами, что противоречие более глобальное. И президент не то, что не согласен с этими копалинами или там извиниться ему зазорно. Он не согласен с общей этой концепцией. Он ей не доверяет, он ее не хочет, он ей не верит и надеется что-то изменить. Ну, я так это понимаю. Как будет дальше? Ну, сомневаюсь, что хорошо, бо мы так уже много чего ждали, и много чего из этого закончилось хуёво. Да, Максим аж за 500 гривен спрашивает, какие, по твоему мнению, наши дальнейшие шаги должны быть, чтобы выйти из этой ситуации максимально выгодно? Ну, понимаешь, наши это чьи? То есть все-таки тут, блядь, сложно понять интересы, да? Просто если я скажу от имени президента, будет казаться, что я живодер, который сам сидит дома, но хочет, чтобы другие люди вмерли. Без американской военной поддержки Бидни, Оли, Босси были забросаны кабами. Я этого не хочу, понимаешь, в этом есть сложность, блядь, выражения таких позиций. А как стоило сделать? Ну вот, наверное, самый такой прощупываемый подход, да, это как пишут, чтобы надеяться, что Российская Федерация моргнет раньше. Нужно было дальше, ну, правда, он этого никогда не делал, наоборот, да, но нужно было сменить свою тактику на тактику сотрудничества, согласия с американской администрацией и их видением завершения конфликта. Типа, надо было повиноваться этому, все подписывать, на все соглашаться, все терпеть, кивать на весь там мир, на то, что Путин там хороший и на все подряд, и ждать, пока у них наступят какие-то противоречия там, да, по линии Вашингтон-Москва. Ну вот такой выход. Но в чем его уязвимости? В том, что, возможно, Трампа не интересует, это очень возможно, и, наверное, так и есть, не интересует какой-то долгосрочный мир. Его интересует прекращение огня, чтобы выдать это своему электорату за прекращение войны, что он добился, он остановил кровопролитие. И подписать сделку, что типа я деньги вернул. Хотя понятно, что они не вернутся. Такие деньги в Украине взять негде просто. Тут всю Украину, блядь, перекопай, таких бабок не будет. При этом, возможно, вполне, что там через какое-то время просто, может даже сразу, ну, то есть тут невозможно предсказать такие процессы. Возможно, во время выборов, да, а возможно, во время выборов какое-то давление будет на Украину оказано со стороны Москвы. Но, правда, непонятно какое. То есть люди говорят, что придут пророссийские силы. Какие? И как вы это представляете? Ну, то есть где они возьмутся, кто это будет? Понятно, что следующие силы будут, ну, более лояльные, не такие категорично, как президент Зеленский. Но это понятно, это просто нужно для выживания страны. Но тем не менее, да. В общем, есть шанс, что его интересует только первая часть этого всего, а это означает, что, возможно, все остальное не сбудется, а будет как-то по-другому. И вот эта неизвестность, президент с ней не согласен, потому что она противоречит его взгляду на будущее, его желанию закончить войну и его желанию устойчивого мира, которое я много раз озвучивал, чтобы войти в историю, что хоть человек, который, ну, не просто так все плохо сложилось, а хоть какая-то, типа, есть позитив. Все это совокупно, думаю, делает их позиции разными. Вот, это я отвечал на вопрос, как нам быть. Ну, это как один из вариантов, поскольку полнотой информации я не обладаю, и, ну, опять-таки, разные ценности у нас с президентом, очевидно, но как один из вариантов всему повиноваться и ждать, пока там не смогут договориться, возможно. Опять-таки, можно было как-то на это тоже влиять. Но кто скажет, что хороший план добиться все-таки разрыва отношений, ну, в смысле прекращения военной поддержки, ну, однозначно это не укрепит нашу позицию. И однозначно не поможет достигнуть президентом желаемого, и это самое главное. Ну, тоже нельзя исключать фактор рандома, да, что все-таки вот эта эскалация, она не то, что, ну вот слово случайно не очень удачно, ее не хотел президент Зеленский, но она случилась. В Вашингтоне не особо хотели там как-то этого избежать. Им это было без разницы. И, скажем так, совокупность этих обстоятельств раньше положенного списала президента Зеленского, раньше положенного выпала ему эта черная метка. Ну, есть еще более конспирологические теории, что, возможно, Путин и Трамп договорились о том, что и у Трампа какие-то есть обиды на президента Зеленского, у Путина понятные обиды, что они просто договорились о том, что это неприемлемая для них фигура, это именно требование исчезновения Зеленского. И в этом смысле, как бы, поэтому люди в Вашингтоне такие легкие на подъем оказались, в смысле смешивания пана президента Зеленского с говном. Надеюсь, я емко ответил, постарался на все деньги. Спасибо большое.
А могло быть иначе. Я посмотрел на европейская политика, которые пожертвуют социальной программе в пользу военного бюджета. Это ли не сами погребения? Не, они могли губами сказать президенту Зеленскому, давай, блядь. А, естественно, никто не пошел бы там на сокращение социальных программ. Притом сложно понять, насколько их нужно сократить, чтобы и кто. То есть, опять-таки, проблема еще и в том, ключевая, да, что оборонный бюджет США, вот этот крупнейший, в 2 раза больше совокупного бюджета всех остальных членов НАТО, да. Дело еще в том, что это все остальные члены НАТО, включая Турцию, Хуюрцию, Венгрию, Хуенгрию, Балтийские страны, там, блядь, это нахуй разные страны. У них нет одного президента, нет одного парламента, это нахуй разные страны. Это очень сильно осложняет, на самом деле, возможности, да, к какому-то решению общему. И что точно, да, помимо того, что это еще и затягивает время принятия всех решений. У всех этих стран разная внутренняя политика, разные какие-то проблемы, потребности. У всех у них плачевная экономика, это то, что их объединяет. Ну и не такая, как у США в общем. Я к чему, что могло быть самый страшный сценарий такой, что губная поддержка оказана, мощная губная, а реальной не будет. И президент мог, ну, быть вдохновленным губной поддержкой, в общем, принимать какую-то, скажем так, ложную картину мира. Ну, я понимаю, что он, наверное, не идиот, ему объяснили, блядь, что не то, что европейцы, сколько какие-то его советники, пан Подоляк, да, например, сказал, что, ну, слушай, круто, но это не совсем так работать не будет без США. В твоей телеге о лорде Бебо крайне не согласен с тобой. Неужели лучше закрыться в эхокамере телеграмма с Униан и Трухой? В свободе слова невозможно исключить элемент различной пропаганды. Ну, я не то, что говорю закрыться, я вам говорю выбирать то, что вы читаете, потому что дело в том, что, ну, они же формируют тебе эхокамеру. Ты читаешь ленту Твиттера, они на тебя ей давят. Но это, может, не за этот конкретно случай, но просто вопрос о алгоритмической ленте. Я просто сторонник того, и мне кажется, эта мысль не безосновательна, даже там, как бы я критично не подходил к оценке информации и новостей о политике. Но если человека закрыть в комнате с включенной Россией 24, он через месяц, как сойдет с ума, да, станет ватником, потому что, ну, ты не сможешь, а еще и люди, большинство людей не обладает такой критичностью восприятия информации, они это, блядь, постоянно доказывают. У меня в чате здесь, у меня в чате Телеграме, они нахуй не хотят запариваться и думать, не хотят ни сравнивать, нихуя не искать, ничего. И, в общем, это все к чему веду, что, ну, ты неизбежно поддашься под их влияние, потому что они каждое слово, блядь, подбирают, да, там, ну, как пример, это просто как пример, да, как пример логический. В смысле, например, не освобождение, там, а оккупация или наоборот, да, и из каждого такого слова формируют канву всего фона, да, этому сложно противостоять. Я просто к чему, что эта вещь опасная в любом случае, да, пропаганда, а то, что, ну, наверное, можно всегда сказать, да, это разные определения. Просто я настаиваю на том, что, вероятно, это связано с российскими деньгами, этот лорд Бебо и его продвижение бусификации в Украине, да. То есть, ну, насколько это повод, блядь, радоваться и скакать до потолка, не знаю. Я это пытался сказать. Действительно, можно всегда сказать, что пропаганды не бывает там, где есть свобода слова и так далее, и так далее, и так далее. То есть я тут скорее не то, что там что-то обвинить в пропаганде, просто описать сам феномен произошедшего. Ну, а закрываться? Не стоит в эхокамере закрываться, конечно. Насчет Бабченко, он же за Порошенко, да он, блядь, ну, ебанутый, не надо даже о нем спрашивать. Понятно, что у него древние контры с Зеленским, он говорит, что его там хотело СБУ ликвидировать. Может, блядь, і правда, но чув теорію, що США вже готують нову фігуру на пост Верховного. Конечно, чув Джей Ді Венса. Да, ну какие-то из совсем диких новостей, типа про снятие санкций, про переговоры, про то, что России разрешат восстановить Северный поток, трубопровод, я не выписывал, потому что в них я сомневаюсь откровенно. Все-таки, ну, у США должны остаться рычаги давления на Москву, иначе не выйдет никакого их договорняка. Наследник Давид Браун, как через пару... Ну да. Бля, последнее время есть какие-то проблемы с отгрузкой подкастов Spotify с моей стороны. Кстати, друзья, подписывайтесь на мой подкаст Spotify и Apple Music. А описание этого есть, ну, где-то и в Телеграме, и главное, что есть новость на Ютубе у меня. В последнее время, да, есть какие-то проблемы, потому что, блядь, забываю нахуй, ну, такая нагрузка, ну, загружу. У меня, блядь, просто, ну, вот последнее было вызвано тем, что у меня, сука, место на этом винчестере закончилось, сука, и я не мог отгрузить видео на YouTube, потому что оно битое было, отрендерилось просто в забитый наглухо диск. Пришлось удалить, блядь, мой Digital Combat Simulator, который весил 260 гигабайт.
А какие рычаги у Зеленского есть, чтобы давить на Трампа и Пу и таки продавить их на договор на своих условиях? Не знаю, надо спрашивать, блядь, у людей вовсе президента. Ну, реально никаких. Ну, никак не сможем достучаться до американского общества. Ну, я не знаю, на что надеются они. Но у них есть убеждение, что так нельзя. Ми Я ж не в думаю, это Росії з вами. первостепенно Ми путь Синь-1. європейці. Привет. Мне мало лет, но я хочу шарить в политике. Как прокачаться в этой сфере? Что читать, чтобы больше понимать, где меньше всего каких-то искажений? Бля, регулярно. Каждый, блядь, день нахуй, реально. Каждый стрим задают этот вопрос. Пацаны, на него нет реального ответа, потому что я, ну, не могу вам гарантировать незаангажированность никакого СМИ, даже тех, которые признаются в заангажированности. Лучшая стратегия — это понимать ангажированность разных медиа, да, и читать, в смысле, полярно по-разному заангажированные медиа, то есть узнавать разные мнения сторон, да. Ну вот и все. Правда, я не знаю, как это просто обычно, ну, скорее о внутренней политике или о американской политике какой-то тоже и внутренней, и, ну, американская политика, она такая внутренняя, что она нахуй мировая, да, то есть Политико — это не просто что-то о внутренней политике США, это нахуй, ну, вы сами понимаете. В нашем контексте просто я, ну, российские медиа не читаю. Ну, то есть там нечего читать, потому что это чистая такая пропаганда, там, какое определение ее не взять, да. Но читаю иногда какие-то аналитические материалы, которые помогают понять, на чем они вообще основываются в своих, блядь, решениях хоть каких-то. Ну, там есть сложности определенные, потому что это страна недемократичная. Ну, в общем, отвечая на твой вопрос, как в чем, блядь, разбираться, где читать новости, если я правильно его понял, то читать лучше из разных источников, это самое надежное. Но перед этим нужно как-то суметь выработать у себя представление о том, в какую сторону этот источник заангажирован, на чьей он стороне, и, вероятно, в чью сторону он пытается исказить ту или иную новость. Да? Ну вот так. Пожалуй, это самый емкий ответ. А вообще лучше в этом не разбираться и спать спокойно. Пригадую час, коли люди дізнались про карту Великої України. Знали б вони тоді, що зараз буде, ну это вообще понятно. Сумасшествие, это понял? Сказ, блядь, полный сказ. У них тут проблемы с малой Украиной, ну, в смысле, реально, с ее целостностью, о чем уж говорить. Ну, то есть тут дело даже не в боевых действиях, просто они, ну, не до конца понимают, насколько это большая страна и как ей, блядь, управлять. А ты видел еще какие-то новости того сбора в Берлине 1 марта? Да, какие-то видел, смотрел как РДК. Я не знаю, правда, как они выехали из Украины. Ну, то есть я понимаю, как их офис президента туда снарядил, но... Видишь, история, бля, охуенно циклична. Так что вот они, ну, в смысле, очень в Украине любят Черчилля. Черчилль, большой милосердный человек, организовал Ленц и выдачу казаков Сталину. Ну, думаю, они могут от Трампа такой подачи ожидать, так что в Америку им бы ехать не советовал. Все, что могу сказать. Кстати, да, нужно сказать, что к этой акции объявился пропавший Илья Богданов, да, который пропал, и действительно оказалась какая-то очередная спецоперация. Ну, просто держу руку на пульсе, бо следил за его пропажей, ну, догадывался, что он пропал, как обычно. Как ты можешь прокомментировать теорию о том, что технологии и доступ к бесконечному потоку информации делают и уже сделали, наверное, миллионы людей одинокими? Насчет того, что как иллюзия доступа друг к другу через экран монитора, так и разобщенность с помощью тех же СМИ делают одинокими миллионы людей. И что тех людей, у которых нет тесных социальных связей и тем более крепких отношений, становится с каждым днем больше. Наверняка так и есть, блядь. Ну, я это повсеместно наблюдаю, мне кажется. Особенно, блядь, на Твиче, нахуй. Люди, да, по 30 год сидять в компьютере, нахуй, ничего нема. Ну, нещасні люди. Ну, хуйово, да, но поделать же с этим ничего нельзя. Що може похитнути віру команди Трампа в те, що РФ можна відірвати від КНР? Ну, можливо, це не саме правильне формулювання відірвати РФ від КНР. Не дати продовжувати зближатися. Оце, мабуть, більш точне. Они заинтересованы в поддержании того баланса сил, который был. Более того, в нем заинтересована и Москва, и, наверное, в какой-то форме Пекин, да, потому что, ну, все-таки в мировую войну воевать никто не хочет. Все хотят, чтобы как-то сохранилась та конфигурация шаткая, которая есть. Ну, я и так вижу. Просто я сомневаюсь, что Москва пойдет на какое-то отрывание куда-то, потому что они понимают, что в этом их, типа, жизнеспособность. Что они существуют благодаря этому балансу сил. А Starlink Илона Маска разве не используется? Но он обещал не отключать. Но я бы тоже этому особо не доверял. Ну да, Starlink. Ну просто это не совсем разведка, связь.
Мы уже разведку говорили. Бля, я одного не могу воспринять по достоинству Зе и Арестанта из-за их охуенных исполнений в квартале и отыгрышей в виде драг-квинов. Мне реально как-то стыдно за этих людей. Да мне кажется, это нормально, бля, Трамп был, блядь, на рестлинге WWE. Джей Ди Вэнс, он по студенчеству тоже там что-то в драг-квин переодевался. Но меня, конечно, тоже немного пугает, что у Арестовича был опыт съемки в каких-то хуевых фильмах. В Мухтаре собаку он играл, еще что-то. Ну, это, конечно, как-то удручает. Как и то, что Андрей Борисович Ермак, который я уже сегодня упоминал, снял хуевый фильм про боксеров. Ну, то есть, если человек продюсирует такие уебанские фильмы, лишенные всякого таланта, блядь, это пугает. Ну, я не знаю, это, наверное, у нас не общие ценности, в принципе. Точно так же, как и с ларьками, и с Эльбрусом Тадеевым. Ну, как-то это все, бля. А, кстати, квартал был крутой. Бля, я уже на такие вопросы отвечаю. Что Зеленский из реалистичных вариантов может требовать для устойчивого мира? И это уже вопрос про гарантии. Ну, мне кажется, гарантий никто никаких не даст, а если они и возможны, то только совместно с Москвой. Я думаю, на это никто не пойдет, и подумайте, хотите ли вы такие гарантии. Ну, в смысле, буквально как Будапештский меморандум. Ты просто спрашиваешь, блядь, реалистичные гарантии. Я не знаю, блядь, какие гарантии. Лунтик. 1 евро. Не, ну круто, но какой механизм поможет понять, кто за какие интересы? Нужно смотреть, кто каким ресурсом владеет, если да, то где. Вопрос скорее в том, что скилл читать новости просто нарабатывается со временем или есть что-то кроме насмотренности. Ну, мне сложно сказать, потому что, не знаю, очень давно за этим наблюдаю. А вообще, ну, наверное, действительно стоит смотреть, кто финансирует в первую очередь, да, кто главный донор, смотреть, ну, пытаться ощутить реально, я просто не знаю, как это описать, да. Ну, ты вот читаешь, да, материал Политико, будет полный трампогеддон американской экономики, всему будет полный трампец. А еще Трамп, блядь, на проститутку насрал и потом деньги ей платил, чтобы она об этом не рассказывала. Читаешь такие новости, ну и начинаешь задуматься, возможно, это медиа ангажировано в сторону, как бы в пользу Демократической партии США, например. Ну вот такой, да, пример. То есть вот как-то так разбираться. Читай СВТВ. Блять, вот, кстати, насчет СВТВ. Вчера видел новость про Линдси Грэма, сенатора. Вот сложно мне понять, зачем редактор написал там слово, что Зеленский готов слушать Линдси Грэма, только если у него будет паспорт незалежный. Ну, типа, все понятно, он просто незалежно известный, типа, такой, ну, даже не сказать, что кремлевский штамп, да, российские медиа не пишут незалежно. Ну, это как-то, ну, пренебрежительно, не знаю. Ну, а в целом СВТВ Калпуш очень, блядь, медленно. Очень, сука, медленно. Может что-то случиться утром, его уже типа 100 раз опровергнут, оно выйдет только, блядь, вечером. Ну, то есть читать это смысла нет. Ну, мне это никак не поможет, например. Сьогодні у Римбослава на стрімі якесь відео було, де носати експерт такий копіум навалював про те, наскільки сильна Україна, і що ніхуя нам США не завадять. Дрони є, ракети є, майже є, і вони вимушені з Україною рахуватися. Коротше, мені здалось, що в ОП така думка і превалює. Ну, ходит такая конспирологическая теория, что они уверовали в свой бред из-за эхокамеры, типа они верят в то, что говорят реально, да, там, что они представители добра, там, ну, то есть они, наверное, представители добра, но этого мало, охуенно. Ну, короче, просто мы об этом, если помнишь, в начале, да, говорили до новостного блока, что я в их помешанность могу поверить, спокойно, типа. То есть, типа, вот там ваш любимый Дмитрий Кулеба про лопаты, я верю спокойно, что они так видят мир. Ну, они собрали таких людей, это явно люди не промах, блядь, пасовать не привыкли. Мне после каждого тейка про субъектность вспоминается мем «Папа, я субъект». Ты угораешь, это я субъект. Это охуенно смешной мем. Ну, в смысле, весь вот этот, все мемы, где вот это «Папа, я это», «Ты угораешь, это я это». Это охуенно смешно. А Starlink используется, но не от Маска. Этот контракт Пентагон выпукил, блядь. Выкупил из Starlink у нас от правительства США еще до выборов так было, да. Венс вообще диванный эксперт, факты. Если был бы Порошенко у власти в Украине вместо Зеленского и его тимы, было бы лучше или хуже? Я, блядь, хуй его знает. Ну, я не знаю, что у него в голове. Я думаю, было бы похоже. Это я могу сказать, потому что многое продиктовано внешними обстоятельствами наше поведение. Я не то, що рідко, я, блядь, вообще почти не читаю СВТВ. Ну, в смысле, я уже сказал, почему дуже довго все. Думаешь, был бы Порох настолько же авантюрный, как Зеленский? Думаешь, отличился бы в целом его перформанс? В смысле, при поездке? Не, ну, конечно, он бы вел себя более сдержанно и всегда вел себя более сдержанно, но просто многое наше, оно продиктовано внешними обстоятельствами, правда? Ну, тут сложно, блядь, сложно понять. Сложно реально понять, что бы было. Ну, то есть, тут все, блядь, а напал бы или не напал?
Можно Порошенко б не напал, голосуй за Порошенко. Ну, короче, это, блядь, уже забейте. Бесполезно с нашего времени пытаться так заглянуть в прошлое. Почему тебе так нравится Кулеба? Он же несет полный бред, типа того, что всех, кто критикует власть, надо сажать. Ну, он чиновник, блядь, а чиновник это гнида. Это раз. А два, ну, все-таки при этом он, как министр иностранных дел, мне кажется, был неплохим министром иностранных дел. Просто из того, что он говорит, что связано с иностранными делами, с международными отношениями, складывается впечатление, что он что-то понимает. Олег пишет, чего наш Люд так сильно персонализировал этот нагоняй со стороны Белого дома, свидетельствует о ранимости и инфантильности нашего населения. Володька наш, только мы его можем осуждать. Пахнет Рашей. Пахнет писей. Ну, бля, я не знаю, мне кажется, это свойственно всем. Сделка о редкоземельных ресурсах была прикрытием добычи урана из отходов различных шахт, которые с 40-х годов копились. С такой информацией я столкнулся в интернете. Что думаешь, бред? Ну, думаю, интернет опасное место. Я, чесно кажучи, так утупів, дивлячись, слухаючи усю цю політику. Мене прям плавить. Ну, а представ, як мене вже розплавило, да? Давайте, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? 45. Россия 24, надо сидеть каждый день. Лорда Бебака читать, да. Арестович не сможет баллотироваться в президенты, так как не жил 10 лет подряд до дня выборов. О, не может быть. Думаю, ему сделают исключение. Что делать, если я планировал пукнуть, но жидко обосрался, но я в Белом доме? Что делать? Тоже, кстати, вот ты не понимаешь, именно об этом думал. А что если на дно придавило в Белом доме? Что делать? Какие кандидаты в президенты Украины, на твое мнение, будут максимально эффективнее для нашей страны? Не знаю, непонятно до конца, что будет с нашей страной. Ну, я понимаю, большие деньги, нужно как-то, наверное, емко ответить. Не до кон... Ну, это, блядь, реально факт жизни. До конца понятно, что будет с нашей страной. Ну, в смысле, как она будет выглядеть. А кто будет из них лучше или хуже, мы это узнаем только когда они появятся. Поэтому можем только примиряться к их каким-то ценностным картинам, да, того, чего они говорят. Хотя президент Зеленский, ну, нам демонстрировал одни ценности, показал совершенно другие. Так что, видите, все бентежно, и этот пример должен быть очень показательным. Причем показал он их не то, что с войной, да, показал он их еще до этого. Поэтому я не знаю. Ну, то есть, не питаю иллюзий, и вам не советую сильно акцентироваться на самом вот этом моменте, да, выборов, на вот этом волеизъявлении. Нужно как-то глобально всю картину охватывать, пытаться добиваться сталого институционального розвитку нашей країни. Трамп говорит, что Трамп толкает ЕС к войне с РФ. Мнение. Ну, если РФ начнет воевать с ЕС, то Америка начнет воевать с РФ также. Лопаремидом закинутость перед походом в Белый Дим. Или как медведь, я слышал, что он шишку в жопу засовывает, чтобы в спячку впасть и не гадить. А если человека держать в комнате, в которой 24/7 телемарафон, и Россия-24 будут одновременно наваливать? Ну, мы понимаем, что это относительный пример, да, понятно, человек тупо с ума сойдет, ну, в любом из этих раскладов. Это я просто пытался объяснить, что если да, то да. Ни к чему, что пропаганда сильнее, чем нам кажется. Там пан Подоляк нову базу сказал, я бачу. Ну я даже это комментировать не буду. Урод. Нахуя він це каже? Кокс. Ну, известно, знаешь, что наркотики, особенно вот эти ускоряющие, они дохуя развивают, типа, какие-то хронические болезни по психике, да? И, ну, у него явно какая-то психопатия. Ну, он как Папич. Вот если б Папич Кокс долбил и во власть попал, стал бы таким же. Он такой краткий, типа, положняк. Как же рептилоид Гороховский нагрел гаев на 25 лямов гроссмейстер витчизняного скама. Скажи, Америка круто, Дон. Блять, простите, Америка. Простите, Америка. Вот ты американец, скажи мне, в чем правда? Слушайте, Гороховский, да, видел смешное сообщение. Я видел этот стрим, я на него зашел, типа. На этот стрим маргинала легендарный. Блять, ну оно не открывается. Ну что там, блять, нахуй оно? Братишка, слышал, как... Да, я это уже видел, да, ну интересно. Да, я был на том легендарном стриме маргинала, зашел на секунду и увидел там сообщение в чате, оно звучало так. Посмотри на фотографию банкира украинского Гороховского, там по Ламброзе вообще, что вы скажете? Ну такой, блядь, комментарий. А касательно ядерки, ну я не знаю, блядь, украинцам реально надо объяснять, что он не на ядерку деньги собирал, блядь,
Я видел более смешной мем, там, короче, какая-то такая, ну, походу, в нейросети сделанная машина, типа Бентли или что-то, да, и типа на боку машины, на боковой части написано ядерка. Вот это смешно, да. Коли поїдеш отдуватись за Україну в Білий дім, ані на хуєвертеле, а я едь отдувайся? Никогда. Ты чью позицию разделяешь? Храмашмори, Храмачимори или Чма? Я разделяю Анатолия Маратыча Артамонова. Я не разделяю ничью позицию. У меня есть своя позиция, я ее озвучивал. Тут, блядь, ее не поняли, не почули, чи шо, блядь. Как я могу разделять чью-то позицию, если у меня есть своя позиция? Бля, пацаны, вы на приколе нахуй. Вам что говоришь и не говори, блядь. Что горохом о стену? Вы необучаемые, блядь. Ну вот это про Бонова смешно было. Мы выйдем утром на зарядку и покажем всем санитарам. А, Привет, Желток, да нормально, пока живой. Вчера чуть не умер, нахуй, короче. Стою, блядь, на городе, и дрон пиздует прямо на меня, блядь. И по нему хуярят вообще со всего, что есть, блядь. Лазера там нет, конечно, ну, видимо, только браунинг какой-то. Ну, хуярят вообще по-страшному. Думаю, боже, блядь, хоть бы его сейчас не подстрелили, бы он прям на меня пизданется. Потом, когда он уже был надо мной, я понял, что даже если его собьют, но на меня он не упадет. И он полетел вздыхать дальше. Страшно было, пизда. Тебе кто ближе, другими словами? Ну, мне всегда был очень далек вот этот Хромачимори. Он, на мой взгляд, очень наивный человек. Я, если интересно, я даже скриншоты сохранил. И хотел их как интерактив повесить, разобрать его пасту последнюю, где он после уже, видимо, разговора с маргиналом, как говорится, после драки, будет драками, и хуй твоя срака. После драки, в общем, написал пост, да, где он сравнил Украину, блядь, с Британской империей, нахуй. И нашу войну сравнил со Второй мировой войной. Я, типа, его даже сохранил, этот пост, нарезал на скриншоты, чтобы, типа, показать вот тут, да, ну, тут, блядь, вот тут, нахуй, показать и разобрать. А потом мне стало лень, потому аж, блядь, 3 скриншота, бы очень длинная паста. Может, в 3 словах скажу. Ну да, разве что если Зеленский Черчилль, то тогда связь есть. Бля. Чи змінився те положняк по конфлікту за ці вихідні після того, як страсті трохи уляглися і на тверезу голову усе проаналізував? Ні. Та, по-моєму, то було, конечно, на голову психозную, ти прав. Но в целом я вроде все правильно сказал. Ну, да. Ну, на самом деле, мнение маргинала по конференции более очевидное. Для вывода, что Z надавили, нужно очень много ментальной гимнастики. Не знаю, пацаны. Я вам краткую формулу могу в одном предложении сказать. У них есть план договоренности с Москвой, где Украина, ну, не знаю, как разменная монета, да, принуждение Украины к миру. Вероятно, там же содержится пункт о том, чтобы Зеленского власти лишить выборы. В рамках этого всего есть еще вот это... Хуй потапа. Спасибо. Да, я договорю. В рамках этого всего там где-то одной ступенью, да, договороспособности президента содержится вот это пункт про эти копалины. Все, этим все определено. И этим определен был и конфликт, и все. Ну, вроде я это там и сказал. В этом смысле они надеялись приехать, киевляне, да, коренные, в смысле Зеленский надеялся приехать, пообщаться с Трампом и его склонить как-то на свою сторону, смягчить позицию. Если это не удалось, нужно было сливаться с этих переговоров. Ну уж точно не на них публично там, блядь, гнуть свою линию на ломаном английском. Все очень просто. Но при этом, опять-таки, ничего, это абсолютно не исключало того бы, что маргинал, что Зеленский чемно бы покивал, чемно пошли бы они в комнату, и там бы он чемно нихуя не подписал, покупал нам, потому что, ну, у них не сходятся нахуй интересы, да. У Зеленского один интерес, у них другой, глобальный, ну, разные они. И поехал бы он ни с чем, и все закончилось точно так же. Ну, может, не было бы вот этого публичной, вот этой линии, разве что. Я вроде это сказал, сейчас попытался выразить короче, да. У нас, ну, не у нас, у керівництва Украины, я себя, блядь, от него лучше буду дистанцировать. Разные интересы с американской администрацией. И они это понимали, когда он к ним приехал, и поэтому, ну, они бы могли, думаю, спокойнее к нему отнестись, не дрочить его, но они это хорошо понимали, что, типа, основа — это то, что он преграда к миру.
Я к чему, что не нужно все на той сделке с Копалинами акцентировать, она там, блядь, фоновым шумом пиздует. А он пишут, что люди отождествляют народ со страной, с президентом. Тут понял, сколько слов содержится? Некие люди, некий народ, некая страна, ну и президент еще. Это забей, блядь. А не, нихуя, это не дестрим был. Чому Зеленский не носить костюм, был вопрос. 28 числа. Что-то он определил такую политтехнологию. Для меня более загадочно, почему, ну, типа, президента в более слабую поставили позицию, почему все остальные одели костюмы, а он костюм не одел. Типа, ну в чем был тут задум? Уже все не одевали костюм. Просто все эти формулировки про разменная монета очень громкие, неконкретные и манипулятивные. А какие ты хочешь? Ну, мир без учета интересов украинской влады и украинского правительства. Так тебе понятнее? Ну, я просто пытаюсь кратко сформулировать. Пизда. Манипулятивный и неконкретный. А какой тебе надо конкретно? Он, может, и хотел подписывать, он, может, бы и подписал, но они же там потом умоляли подписать там и так далее. Но он бы не изменил своей позиции, по всей видимости, не изменил ее до сих пор, в смысле мира. Им-то подписание до пизды, им мир интересен, договороспособность его по этой линии. Фух, короче, раскладка простая на самом деле. Зеленский это Лобанов, сука, Трамп это Быков, Венс, Купитман. Купитман человек-венеролог. Купитман, Маркарова, Кисигач, Марк Рубио, Левин. Через эту призму смотрите, и много что станет понятно. Да, это разумная мысль. Я смотрел разбор опубликованного текста договора по Копалинам, точнее базовое положение. Искренне не понимаю, чем плох тот договор. Тем, что это нахуй не договор. Тем он плох. Это не договор, нихуя. Ну дело, что, блядь, я уже сказал не в договоре, но очень смешно. Я понимаю, где ты это смотрел. Я тоже смотрел видео Солонина. Но, правда, я перед этим, перед стримом, когда мы об этом говорили, в этом новость, блядь, была. Ну понятно, что вам похуй на такие тонкости, что и я об этом говорил. Я читал это, как сказал президент, рамочное соглашение. Оно нихуя не содержит, оно... Просто правительство, у него была задача написать что-то обтекаемое, чтобы что-то, хоть что-то можно было повести в Вашингтон. В нем нет упоминания долга, вообще об этом не идет речи. Это интерес США, их позиция, это то, с чем не согласен наш президент Зеленский. Там этого не упоминается, это острый вопрос. Вопрос гарантий, там он размыт до того, что США в рамках этого договора обязуются, скажем так, придерживаться курса на будущие гарантии для Украины. Для Украины гарантии обязательны, для украинского президента он это все время декларирует, там из-за этого в том числе был спор. Для президента Трампа они неприемлемы, никто никаких гарантий давать не будет. Все просто. Текст простая, блядь, затычка, а правительство пыталось более-менее написать что-то такое консенсусное, ну хоть что-то, с чем можно поехать, но ничего конкретного. Причем не имеет смысла разбираться, хотели нас там, блядь, ограбить, не хотели, ну не в этом проблема, типа не в этом, скажем так, противоречия наши, да, не совсем в этом. Так даже публично не было объявлено, в чем этот договор заключается, каким образом он связан с миром РФ. Какой договор? По корыстным копалинам? Никак не связано. Вот визит Зеленского, его позиция Вашингтона связана с этим напрямую. И они об этом постоянно говорят. Ну, я не знаю. Пиздец, пацаны, вы исполняете. Я пока критику того договора не могу видеть никак, кроме, ну не видь, блядь, нет же самого договора, ну говорим непредметно. Как бы он выглядел для Украины, наверное, на самом деле не особо ощутимо. У нас немного денег, у них не особо много желания инвестировать. Честно говоря, не знаю, как бы он выглядел. И поэтому понимаю, что здесь вопрос более глубоких противоречий. Ну, более основательных. Как думаешь, если бы он прогнулся, это могло бы вылиться в то, что сейчас они бы не поднимали вопрос о полном прекращении поддержки? Мне кажется, вообще это можно поблагодарить Зелю. Не знаю. Вероятно, что да, но просто рано или поздно конфликт бы, наверное, начался между офисом президента, да, между Зеленским, между нашим правительством и американским. Ну, потому что курсы разные. Разное видение будущего, понимаешь, в контексте мира, да. Просто, наверное, был смысл выжидать украинской владе, когда эти противоречия начнутся, возможно, между Москвой и Вашингтоном, да. Ну вот по линии миротворцев, да, там, по линии передачи территорий. Ну, чтобы они, типа, были преградой к миру, а не ми. Я не знаю, що там буде з цієї їбали, але гойда несеться така, що мені аж трохи стрьомно. Трохи стрьомно не одному тобі. Так откуда инфа, что этот договор просто шел в положнике Трампа о мире с РФ? Ну, в смысле, юридически, наверное, не шел, а утекает это из логики, да, реальной. Из логики и комментарии американских чиновников разного уровня.
Например, министра иностранных дел США, ну, госсекретаря Марко Рубио. Даже пункт про запрет перепродажи копалин другим собственникам касается только неразработанных до сих пор родовищ. Ну, вроде, по-моему, там лицензии, не? Еще там пункты, ну, я так понимаю, они такие сугубо, ну, формальные, да, то есть, ну, понятно и так, что никто не перепродавал бы, да, как и там строчки типа того, что доля, позволимая американским законодательством, ну, какие-то такие размытые вещи. Да, еще бы там того пункта не было. Пришли американцы, сделали инфраструктуру, это все продают кому-то другому, например, Китаю, короче, тоже. Ну да, согласен, да. Як то і результати саміту у Британії? Нормальні. Наче грошей дали на кілька місяців, але супер-дупер підтримки. Да, результаты предсказуемые, скажем так. Я к тому, что сейчас очень много людей воспринимают этот конфликт в Белом доме как свое личное оскорбление. Ну, конечно, им так помогают это трактовать. Мы помним, как выглядело информационное поле. Забыв про все его косяки, это очень похоже на поведение росватников. Ну, росватники это не что-то особенное, да. Поведение росватников похоже на... Да на любых, наверное, фанатиков, да. На сторонников Трампа, например, в Твиттере. Договор о ресурсах был последним кирпичиком в договорнике Трампа и Пыни Амыре. Я думаю, что договор о корыстных копалинах был тем, чем его называют. Да, в смысле, для Трампа он был во многом такой одним из политтехнологических приемов, да, типа электорату пообещать отбитие денег, хотя по сути же его там ну, невозможно добиться из украинских копалин. Отбитие денег, вложенных в Украину, ну и, наверное, в том числе, ну в какой-то форме, очень слабой, да, но все-таки это повышает американское присутствие здесь, да, каких-то интересов, ну, хотя бы финансовых. Понятно, это нереальная там сдержка какая-то, да, но, в принципе, это они бы могли, и он пытался это выдавать за какой-то формы гарантию, да. Но это, мне кажется, не основная проблема, да, очевидно, не основная проблема и не основное расхождение интересов украинского керівництва и американского. Все могло заглохнуть еще на этапе приезда министра финансов США, ну да, госказначея Бессента, и потом уже поездки президента Зеленского в Мюнхен. Все могло там остановиться, и в будущем бы просто критика и давление на президента Зеленского нарастало. Но очевидно, что Страмер и Макрон пролоббировали этот приезд, да, президента Зеленского в Вашингтон. Есть мысли, что может завтра выдать Трамп на встрече с Конгрессом. Да, наверное, какую-то поеботу, что мы там, блядь, деньги на ветер теперь не бросаем, мигрантов забороли, а Украина вообще, блядь, неблагодарная. Ну, думаю, вот так в общих чертах. На революцию я бы там не надеялся, ну и нас там ничего хорошего ждать не будет. Ну, то есть хороших слов мы там не услышим ни о себе, ни о президенте Зеленском, ни о поддержке Украины. Зеленский решил выступить с позиции силы, начал снова толкать телегу про то, что сейчас украинцы сражаются за... Ну да, он все эти романтические вещи говорит, но они говорят вещи прагматические. И это не потому, что они не романтики, а прагматики. Это потому, что сейчас им это выгодно, потому что у них совсем другие цели, не такие, как у президента Зеленского. Поэтому они это говорят. Там, где им надо толкать романтическое, они тоже толкают романтическое. Так что я бы тоже там, может, не обвинял там, так что президент романтик. Ну, понятно, эта идиотия многих уже заебала, но тут, думаю, дело не в этом, да. В чем проблема было уважительно общаться со своим главным союзником? Ну, я сказал, в чем была проблема, разное видение будущего. Почему они с ним уважительно не общались, опять-таки? Во многом они там тон задали разговору. Разве с такой охуенной конституцией там можно что-то конкретно написать, нихуя не нарушив по части, кому принадлежат недра? Не знаю. Я же не юрист, ну, то есть таких тонкостей я там не знаю. Так наче Трамп домовився про гарантії Франції та Британії. Мне кажется, это преувеличение, что кто-то там как-то домовился. Я думаю, они этим там особо не заморачивались этим вопросом. Потому что, ну, там тоже есть противоречия. Они все требуют там, скажем так, гарантий для своих миротворцев, для себя со стороны США. Ну, это какофония. Если Трамп остановит всю помощь, Зеленский будет дальше упрямиться или все-таки пойдет на условия США? Ну, уже очевидно, что будет дальше упрямиться. Просто Зеленский не хочет верить никому на слово. Ни Пыни, ни Трампу. Как нефтянику курдов в Сирии никто ищать не будет, ведь тут не Вагнер. Да, не хочет верить, ну. Что ж теперь сделаешь? А який зараз вихід у Трумпа в цій ситуації є? Також у просак попав. Обіцяні корисні копалини не підписав. Как, в смысле какие? Те четко объяснили какие. Зеленский, блядь, вот идиот, диктатор, сидит, тупит, блядь, не хочет мириться. Ну, я сделал, что мог.
а дальше посмотрим. И будет ждать, куда оно вытечет. Ну и параллельно, наверное, тыснуть как-то на Украину. Ну, я так вижу. Як він сказав, время не на стороні Зеленського. Якщо перестане постачати зброю це гроші, це дуже сильний. Та який там сильний іміджевий удар, ти що? Бо наче як кооперується з ППУ, що за собою. Ну, посмотрим, як там у нього упадет от этого, що. Ну, допустим, договор никак не влияет на будущие гарантии. Ну, не знаю, наверное, типа не нужно быть сильно категоричным. Как-то влияет. Ну, понятно, что это не гарантия безопасности Украине. В смысле, там, кто нападет на Украину, потому мы запустим, блядь, 100-500 бомб, как там у Израиля, не знаю. Такие гарантии нам, в принципе, не светят, да, но в какой-то форме тоже не хочу быть сильно категоричным, что это, ну, совсем ни на что не влияет, прям, ну, в какой-то форме, конечно, немного, наверное, влияет, правда, то есть, наверное, немного как-то их инвестиции здесь в какой-то форме немного сделают нам жизнь лучше, да, немного безопаснее. Для Москвы, как бы, нападать последующий будет, ну, сложнее. Все-таки вопрос реализации этих гарантий, вопрос реализации этих инвестиций, когда они будут, в какой форме, это... Все вопросы, на которые мы не знаем ответа. Да, зачем истерить? Это же ничего не дает, если мы отталкиваем риторику. А зачем истерить? Ну, видимо, эмоции взяли вверх. Если, типа, вопрос непосредственно, зачем истерить, эмоции взяли вверх. Но я думаю, что тут вопрос, как я сказал, каких-то изначально сильных противоречий по видению будущего, в смысле мира, да, договорника. То есть в США, ну, скажем так, эти люди, сидевшие там в Белом доме, Трамп, Венс, Рубио, да, они смотрели на Зеленского, и весь этот градус разговора, да, атмосфера, в котором он проходил, они понимали, что этот человек не настроен на то, на что настроены они. Поэтому они с ним особо не носились. Можно ли сказать, что подстроено или не подстроено? Ну, вот из такой логики. Ну, не подстроено, но они были не против такого развития событий, понятно. Договор очень похож на тот, который заставил нам отдать ядерку. И вот опять не может быть. Америка снова хочет рулить и заставить подписать псевдозащиту. Ну так, если не обучаемые, то у них все будет похоже на ядерку. В этом смысле, да, вот какие гарантии Украины возможны, но вы сами подумайте, насколько вы считаете их приемлемыми. Как и миротворцы, на мой взгляд, да, вот две их возможные вариации, в смысле гарантий, это те гарантии, где в том числе будет одним из гарантов Россия, миротворцы, где будет их контингент. Это, блядь, единственное, мне кажется, то, к чему они могли бы договориться. Но вы сами подумайте, насколько вы заинтересованы в таких гарантиях, в таких миротворцах. Учитывая, что все обязательства работают на неформальном уровне, мне кажется, ну я не согласен. Мне кажется, за уверенностью Трампа, что будет настоящая заморозка, в его смену что-то есть, а бумажки любые не сработают как гарантии. Ну, настроен он решительно, ну, он понимает зависимость Украины и понимает, что, ну, скажем так, понимает, какое будет будущее. Понимаю, но мне кажется, что лучше пытаться, чтобы эти конфликты из-за разницы курсов возникли поздно, чем рано. Все-таки в позиции слабых Украина. Ей это, да, я не буду дочитывать, но я с тобой полностью согласен. Это большой просчет офиса президента, что надо было дальше подстраиваться, дальше подыгрывать. В смысле глобально подыгрывать. Не то, что с этими копалинами, а вообще говорить Трампу, что мы готовы, мы на все готовы. И ждать, пока возникнут противоречия по линии Вашингтон-Москва, пока там у них какие-то, ну, наверняка, ну, не может же гладко все пройти, правда? Наверняка там появятся какие-то трудности, и тогда уже, ну, мы не окажемся в той ситуации, в которой оказались, да, потому что, ну, все-таки мы еще в войне находимся параллельно, да, кроме дипломатических баталий. Мы за это время, покуда у нас эти напряженности, можем очень серьезно пострадать, в смысле, там и наша энергетика, да и что угодно, ну, хуй его знает, что от них теперь ожидать в таких условиях, когда мы в таком положении. Так в том легендарном протокольном заседании ведь вообще не должна была речь идти про peace deal, ceasefire. Эту тему поднял Зеленский, начал читать лекцию. Ну, он просто начал спорить с их тезисами. Их тезисы, наверное, правда, не соответствуют там реальности, но... В общем, мы, блядь, как говорится, лезем в залупу. Суть была в том, что они изначально не очень к нему были дружелюбно настроены. Особенно не очень дружелюбно настроены, это ключевое, потому что он не разделяет их видение мира и договорняка, да. Поэтому они не сопротивлялись особо этому воспалению всему. Так договор о Копаланах был нужен в первую очередь, чтобы выставить Зе как более договороспособное лицо перед будущими торгами за мир. Это первый кирпичик, а не последний должен был быть, наверное, да. Но я говорю, как одна из ступеней, как одна из кирпичиков в рамках этой всей договоренности. Правда, мы тоже говорим, этой всей какой, мы можем только ее нащупывать, но она где-то в глобальных, скажем так, разрядках отношений между США и Путиным. Между США и Россией, но если быть точным, то, наверное, между администрацией Трампа и Путиным все-таки.
Видел перформанс на Оскаре от Адама Сэндлера, которым некоторые усмотрели подъеб в сторону Зеленского и Украины в целом. В смысле подъеб? Вроде же наоборот, усмотрели, типа, поддержку Украины, что, типа, Зеленский пришел там не по форме, и он пришел не по форме. Но мне кажется, это тоже, наверное, лезем в залупу, как говорится. Сейчас Польша даст полотенце для попы и заживем. Ну да, к сожалению, правда, Польша дает полотенце для попы, только если им, США, пообещают дать новые полотенца для попы. Если США остановят поставки оружия, и РФ захватит Украину, это же нанесет большой урон рейтингу Трампа, типа как уход с Афгана нанес большой урон Бидону, но тут сильнее. А я вот реально не знаю, насколько большой урон нанесло Байдену уход из Афганистана. Все-таки нужно сказать, что в Афганистане присутствовали непосредственно американские войска, американские базы. То есть не совсем одинаковые ситуации. Ну да, думаю, они бы не хотели. Ну, то есть не очень удачный был бы для них сценарий, полный коллапс України. І пишаюсь паном президентом, завдяки йому термін «бусифікейшн» стає міжнародним, наче серіал какой-то, як «Каліфорнікейшн», тільки «бусифікейшн». Стає міжнародним, тепер будуть не тільки борщ і вишиванка в Твіттері обговорювати, но об этом мы тоже поговорим. Чувак, в 10-й раз спрашиваю, какие гарантии нужны Зеленскому, если четко и ясно воевать за Украину никто не будет? Не знаю, блядь, ты у него спроси. Ну, наверное, такие гарантии, что мы гарантируем, что на Украину не нападут, а если на нее не нападут, то мы вступимся за нее в войне. Я думаю, вот такие. Думаешь, ну, по крайней мере, это, мне кажется, следует из его риторики, хоть он прямо никогда не говорил, что он имеет в виду под такими вещами, как справедливый мир, как гарантии, но он всегда приводит в пример, как неудачная Минск, в смысле, нормандский формат вот это, да, в смысле по линии Донбасса, Будапештский меморандум, это что-то такое. Ну, то есть, видимо, что-то не такое, как то, более радикальное получается, более весомое. Какая вероятность проведения СВО в Мексике? Мне кажется, никакая. Ну, а если и есть какая-то, то только как полицейская операция, как они ее уже где-то проводили в какой-то стране Южной Америки, не помню в какой. Ну, совместно с их там правоохранителями, так называемыми, да. Да, я видел. Баффало Билл говорит, что Алюбарский с Солониным на пару там вывели теорию, что Зеля специально, да, тоже мне нравится интересно. Лезут в залупу, додумують, мені кажется. Чи розглядаєш можливість переїзду з країни у випадку припинення існування української державності? Хто меня выпустит или кто меня куда пустит? У меня нет сбережений, у меня нет родственников за границей, нет недвижимости за границей, ничего нет, нихуя нет. Как вы уже поняли, я особо ничего не умею. Так что, короче, конечно нет. Трамповские СМИ большими цифрами написали, что при Бидоне дали 175 миллиардов, а при нем 0. Он выход из Украины как перемогу выдаст. Ну, значит, нас можно ображать. Ну, нас уже образили тем, что... Ну, вы сами поняли. Таким существованием, я не знаю. Можете написать на сайт Белого дома письмо с пожеланиями. Почему Трамп плохо относится к Зеле, а к Пыпе нет, учитывая, что Пыня криптоеврей, а Зеленский нет? Ну, как раз, наверное, Зеленский криптоеврей не. Уже нет, это Анастасия опять, Джавеліна. Ну, я видел, ну то фейк, я думаю, то фейк, і російські псоші, типа, люди вже не вірять і переименовуються з Джавеліни на Анастасию взад. Это Ваня или Трамп за шмот спрашивать начали? Это начал спрашивать какой-то приближенный к ним журналист, чмошный, вполне уровня Такера Карлсона. Но опять-таки, организация на них была, да, этого визита. Ну, могли, блядь, этого журналиста там, блядь, и не звать, ну. Или где-то его подальше поставить. О, блядь, и каждый решил своим долгом написать, что ну не они спросили за шмот. Ну да, не они. Они, конечно, очень добро к нему были расположены. Хорошо. Артемчук пише, Діонісій буде колаборантом. Я боюсь, блядь, що не возьмут. Там все места будут заняты. Стерненком, Лаченковым, там, ну, блядь, негде будет стать. Хотя, может, у них столько денег, то они быстро найдут себе пристанище. Ну, в общем, я сомневаюсь, что там будет место. Можно ли обижать экономически беззубых попущей? Нужно, иначе они умрут от недостаточности копиума. Ну, сказали ж, рейтинг вырос, ебаный свет. Спасибо, надо сказать. Почему не звать того журналиста? А как же свобода слова? Ну, им свобода слова позволяет не допускать каких-то журналистов, которые им не нравятся. Ну, может, в свободных странах со свободой слова и допускается свободный доступ всяких членов из команд ОПЕК конференции. Не знаю, в Украине живу. Очень, блядь, пацаны, смешно. Очень круто. Я вам описываю, как оно было. И
скажем так, условия того, как проводился этот ивент. Понятно, что этот журналист, если бы ему не позволили так сделать, так бы не сделал, да. Они не спрашивают, там, не знаю, каких-то представителей израильского государства: пацаны, а как вы там, блядь, разбомбили какую-то очередную больницу, что такое? Еще с какой-то хуйней в глаза не лезут. То есть понятно, что это было вызвано сразу и расхождением во взглядах, и не очень хорошим отношением к Зеленскому изначально. Хорошо, но если свобода слова для вас, типа, исчерпывающий аргумент, что пришел журналист чисто от души спросил, и это ответ, то хорошо. Мне нечего тогда добавить. Тогда так сложились обстоятельства такого приема. Тогда не надо было ехать в Вашингтон. В принципе, блядь. Да вроде журналист, но когда я его гуглил, то там какая-то хуйня уровня Такера Карсона мне попадалась, в смысле, которую он родил на свет. Не, ну там журналист, не журналист, то похуй, вопрос формата, да. Типа они там сидели, блядь, как бедные родственники, их эти коршуны там долбили. Ну это, бля, не знаю, лезем в залупу с этим. Блядь, суть в том, что более глобальная проблема, скажем так. Думаешь, последствия прекращения поставок американцами не прижмут Зелю идти извиняться? Ну, видишь, нихуя. И ну что он не понимает. Иначе надо будет пожертвовать многим, да, если не всем, из-за упрямства. Все-таки не хочу, не да. Я, бля, чувак, в их неадекватности нахуй не сомневаюсь, честно тебе скажу. То есть, ну, во-первых, сама война, да, ну, надо понимать, что не было шансов выйти из нее в лучшем положении, чем вошли. Ну, то есть это уже какая-то жертва такая джихадистская, да, в целом все. Нужно ли говорить, что, ну, они часто ты услышишь у спикеров от офиса президента, там где-то от таких людей сравнения с какими-то странами, типа, да, ну, то есть их видение этих стран, Израиля, там каких-то, ну, таких типа стран-крепостей. Мы будем страной крепостью, похуй, что за той крепостью стоит крупнейшая армия в мире, самый большой оборонный бюджет Америка, то мелочи. Типа, ну, я, в общем, не сомневаюсь, что они видят... Вот кто-то недавно, блядь, про Северную Корею, ну, то был Стерненко, ну, просто в целом месседж, ты понял? Если у Северной Кореи вышло, то и у нас выйдет и так далее. Но, правда, там вырваны из контекста слова, не знаю, что имел в виду Стерненко. Писали, что настойчиво просили Зеленского одеться по протоколу, они, как обычно, проигнорировали, ну и получили стёб за спиной. Да, блядь. Если б приехал в костюме и сказал бы, что ну мы на такой мир не согласны, то все, конечно, было бы иначе. Не, Зеленский про костюм вообще никого не затыкал. Он ответил, просто это тон сразу задало разговору. Атакующий такой. Согласен, что помощь ЕС будет затруднена, потому что одной страны, которая может заветировать, ну они там вроде умеют преодолевать вето, она будет затруднена, потому что это не очень значительные страны. А восполнить им нужно еще столько же помощи. Ну я ебу, где они там со своими экономиками и со своей решительностью найдут столько помощи. Это даже без там тонкостей политики. По-моему, сравнение текущей войны, да мне кажется, вообще ни с какой войной сравнение текущей войны не подходит, честно говоря. Но мы тут, наверное, не об том говорили. А об том, что типа, ну я не знаю, о чем там говорил Стерненко. Я имею в виду, что, ну я так думаю, он имел в виду, что Северная Корея в полном очке, но там производит какую-то хуйню, значит мы сможем. Это правильно, да. Но я типа к тому, что люди думают, что там в плане президент Зеленский, типа, ну, знает, что делает. Я уже про... Ну, давайте новости дочитаем. Это просто пытают про хромочеморе. Я не знаю, как относиться, типа, к аналогиям, что Зеленский поступил правильно, потому что а вот был случай, когда-то Уинстон Черчилль, блядь, Британская империя, нахуй. Ну, то есть я понимаю, что как-то в культуре, это такая мелочь, но приятно. В культуре как-то с этим Finest Hour, все такое, как-то битва за Британию стала таким, будто бы маленький беззащитный островок воюет, блядь, со всей Европой. Это не совсем правда, да. Ну, то есть это нужно с этого начать, да, что Британия на тот момент это, блядь, гигантская империя. Ну, это просто деталь, да. Гигантская империя. Это раз. Два, там он приводит, понимаете, там он приводит аргументы, которые наоборот как бы против его позиции, на мой взгляд, если посмотреть на вещи, ну, не знаю, под другим углом, под тем, под которым, наверное, это и видело руководство Британии, да. Он говорит о том, что ситуация катастрофическая была на тот момент,
Франция пала, Германия захватила почти всю Европу. Это все аргументы к тому, что сдаваться, блядь, нельзя, иначе будет полный коллапс. То есть не выйдет сохраниться на этой позиции. Это наоборот аргумент тому, что никак сдаваться нельзя, наоборот нужно продолжать сражаться. Именно это как раз. Именно это и определяло во многом то, что происходило в Европе. Все понимали, какая это высокая ставка сейчас. Что это, ну, вопрос прям цивилизационный. Сейчас, блядь, абсолютно нахуй другая ситуация, абсолютно не те ставки и совсем по-другому уже выглядит. Ну, это охуенно. Недоцільність таких аналогій, вибачте, друзі, зараз. Но Венгрия заблокировала проект документов ЕС о гарантиях безопасности для Украины и новой военной помощи, то это создает проблемы. Ну, я не вдавался в подробности, что они там блокировали, но я же говорю, они умеют преодолевать такие вето, потому что все-таки Венгрия зависимая довольно страна. Да, обычно, ну вот сейчас, конечно, не знаю, сейчас действительно, скажем так, там их друг непосредственно в администрации сидит, да, у Орбана и Трампа особые отношения. Но раньше большинство их вот таких охуенных инициатив что-то Украине заблокировать, они были вызваны финансовым интересом поторговаться с Євросоюзом как-то. Качурам на курси дипломатії дякую, кого не спитаю, всі розповідають, який. Дорогий пане Владислав, якщо не сложно, напиши, ну, целый косарь потратил, а Монобанк срезал твое сообщение. Напиши, что ты имел в виду где-то в чате. Наверное, ти скажеш, кого не спитаю, всі кажуть, який пан Зеленський крутий слон. Ну, это нормально, ну просто... Это нормально, когда народ, ну, сердцем, правда? Народ всегда сердцем. Плохо, когда нахуй, ну, они сами там в Киеве в это верят. То это, конечно, пугает. Демпартия, по сути, сама, потирая задницу солнцеликому как ребенку, дала ему создать на весь мир инфантильную парадигму в ущерб. А теперь, когда пришли в Конгресс люди, которые реально считают свои деньги и не дают царькам из говноматрасе сидеть у себя на шее, так сразу всех шок и истерика. А приукрашено, наверное, но, кстати, нельзя не обратить внимание на то, о чем многие тогда говорили, причем именно в левой среде, да, что вот этот весь трэш, который происходил за там позднего в культуре, в политике, за позднего Трампа, за всего Байдена, весь тот трэш, да, который мы видели, весь тот трэш, который там адаптация Netflix и так далее, да, что он просто исключительно из каких-то рыночных соображений капиталистичных, да, как в их если языке говорить, просто охуенно выхолостит все это топливо политическое, сделает просто его смехотворным. Действительно, так и получилось. Там видели, что мирная угода будет требовать территориальных поступок в обмен на гарантии безопасности. Ну да. Ну, думаю, это и так было понятно, но просто, наверное, гарантии безопасности имеется в виду, типа, вот эта сделка ресурсная. А то, что поступки, то и так понятно. Министр торговли США Говард Лютник. Лютник. Вот этот Говард Лютник, он тогда уже на том проекте, который вроде как они обсуждали на Мюнхенской конференции, накрутил еще больший долг Украине, чем она была должна изначально, да, чем Трамп называл, чем то, что привозил Бессент в Киев. Оттуда просто знаю фамилию министра торговли США. Ну да, плюс-минус ультимативний положняк, только вот, ну, еще более шире. Це Buffalo Bill пише, ну, ультимативний положняк такий. Трамп та Венс хуйсоси овк. З самого початку зрозуміло, який був настрій та відношення до ЗЕ та до України в цілому. Ну, вообще, да, причем такой республиканский, да, в смысле республиканцев вот этой політичної сили, вот этого покрою. Але наскільки це не було б неправдою, треба все ж таки терпіти, підписувати бумажку, давати Трампу як хуйню, з якою він зможе носитися по ЗМІ, казати, що повернув гроші, не треба було сратися остаточно. Це могло б дати можливість подальшого розвитку ситуації, дійсно чекати, да, ну да, это я и говорил тогда, и говорю сейчас, просто, ну вот, нельзя упускать просто из виду то, что более, типа, широкие более основополагающие противоречия, в смысле, они видят мир по-своему, причем очень скоро, и долбят пана президента, как, вот, помню, когда-то была популярна гифка, где какой-то дракон долбит маленькую машинку такую, помните? Популярно было когда-то. Вот так и Зеленского, да, то есть, ну, если вы не обратили внимания, все события, ну, развились просто буквально за, ну, наверное, пару недель, ну, это охуенно короткий срок, такое, блядь, годами происходит. То есть темп они очень высокий взяли, чтобы там не успевали проработать какие-то стратегии, в смысле Украина, Европа, какие-то устойчивые. Да и в Москве тоже. Ну, я к чему, что да, нельзя терять из виду тот факт, что были противоречия именно в смысле видения будущего мира, да, Украина не хотела платить своими интересами,
Да, хотя, опять-таки, какой есть выход из этой ситуации, но тем не менее, пан Зеленский не хочет платить интересами Украины своим политическим будущим в обмен на разрядку какую-то между США и Россией. Ну вот так. И это понимали хорошо в Вашингтоне. Просто вот теперь у них есть множество аргументов, чтобы именно публично противостоять пану президенту Зеленскому. Что еще хотел сказать? Да, слушал кого-то, вот стригся, я немного подстригся, и вот пока подстригали меня, я слушал, короче, Баунова, помните, он был у Дудя из фонда Карнеги. Алексей Баунов, да, ну, политолог такой. И вот, и он сказал, что да, темп был нереальный, в смысле администрация Трампа задала темп вот такой, именно как они умеют, бурить, 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 копать, 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 сражаться, 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 или вот долбить, долбить, долбить. Темп нереальный, что даже такой маневренный, вот это меня убило. То есть все-таки вот всегда люди погорают, на мой взгляд, в смысле политологи на реально незнании украинской кухни политичной. Именно она очень сложная на самом деле. Да, даже такой маневренный президент, как Зеленский, типа, не смог поспеть за этим темпом нихуя, да, перестроек вообще. Ускоренной перестройки. И я вот с Бауновым полностью не согласен. Президент Зеленский, хоть и выглядит тогда жваво, он нихуя не маневренный персонаж. Он, блядь, пришел к власти и сразу загруз в старых нарративах прошлой власти, абсолютно ничего не смог, при этом имея полный контроль над парламентом, хорошую популярность, абсолютно ничего не смог довести до конца из того, что обещал в предвыборных каких-то обещаниях. Погряз все в тех же инструментах управления, в смысле коррупционных, погряз все в тех же взаимодействиях с оппозицией и в попытках лавировать между обещаниями, между группами и настроениями людей. Благополучно рейтинг потерял. И, ну, в принципе, все шло по накатанной, так же, как было при прошлом президенте в этом смысле. Ничего нового. Он охуенно не маневренный парень. И то же самое он показал с началом войны. Они ничего нового предложить Украине не смогли, ничего даже не попытались сделать. Они ехали как по рельсам в стену просто, блядь, и все. Абсолютно не пытаясь ничего менять, никаких новых подходов. Они просто нарастили темпы по старым направлениям, в том числе в культуре, в политике, везде, где у них были рычаги. Ну, то есть везде вообще. В экономике, то в этом смысле не могу согласиться с ним. Зеленский нихуя не маневренный парень, и в этом его минус, конечно. У нас постоянно народ сердцем, а головой в какой момент уже? Да никогда, я везде народ сердцем, это в чем вопрос? Если бы Трамп и Зеленский устроили рестлерский матч, кто бы выиграл? Зеленский моложе, но у Трампа есть рестлерский опыт. Ну, я думаю, конечно, Зеленский, он сильно накачанный. І головне заряжений, мотивація, а мотивація то є сильна. Прокоментуй, будь ласка, хил-терн Джона Сины. Но, насколько я помню, вот из рестлинга WWE вроде хил-терн это типа, когда он стал плохим или хорошим, блядь. Ну, вы поняли, короче. Ну, ніяк, блядь, нихуя не знаю об этом. Ну, а Джон Сина крутой. Жалко, он не стал президентом США, было бы вообще мощно. У нас постійно приводять Черчилля, бо не знають буквально історії ні одної війни, крім Другої світової. У нас випадок, до якого як найближча аналогія, як на мене, це Тайвань та з Китаєм після того, як Чан Кайши програв громадянську війну на континенті. Чан Кайши постійно вимагав грошей у США, розвів їх на безкінечну корупцію при узурпованій владі, і в один прекрасний момент США плюнули на нього і припинили допомогу, і почали домовлятися з Китаєм. Мне нечего сказать, все это очень, блядь, притянутые аналогии. А Черчилль, блядь, был еще тем на Трампа, он больше похож, если честно. Так а кто выдает эту сделку за гарантии безопасности? В прямым текстом говорил, что это шаг на пути к нему. Ну, в той перепалке буквально это упоминалось. Трамп ему ответил, что я гарантия, да, и то, что я эту сделку подписываю, то, что я здесь есть. Но и опять-таки, президент Зеленский не удовлетворен формулировкой, типа, даже к этой, да, вот эта размытая, сглаженная формулировка правительства, он нигде с ней публично никогда не соглашался. Он, наоборот, всегда подчеркивает, для меня важно в первую очередь гарантии именно в плане при прекращении огня, а не когда-то там, где-то там, потому что огонь мы можем прекратить, а гарантии могут не наступить. Ну, то есть, они, понятно, президент Зеленский, ну, как мне кажется, но если он не совсем мозг потерял, да, то, наверное, его рациональный расчет в том, что он боится, что Трамп добьется прекращения огня, закончит свои дела с Москвой, какие там он хочет, с Путиным конкретно, да, а потом умоет руки, да, и все, то есть дальше не будет тут переживать за судьбу Украины, там, как карты уже у нее дальше лягут, все это переляжет на плечи европейцев, известно, не очень сильные плечи, и этого он боится, как я вижу.
Что будет дальше с Европой? Включится она реально в войну? Нет, у нее нет сил включиться. Как Путин орал, что он воюет с НАТО. Ну, НАТО это в первую очередь США. Может ли НАТО начать реальную войну с парашей? Не. Ну, зачем, типа? Не, ну все возможно, правда. Если из этой плоскості підходити, ну, скажімо так, крайне маловероятно. У мене є дві аналогії з історії про відношення до того, що відбувається, коли українці воювали нормально, а по пизді усе пішло через дипломатію охуєнних політиків. Хмельницький, Мазепа, теж правильно. Дивно виглядає в чаті перемовинам з ті, хто, ну, слушай, ці люди мають право, тому що він їх президент, да. Купили мотлох. Якщо Зей Коломовський домовлявся, то він домовлявся з позиції сили. Ну, короче, мне не о чем говорить, потому что я президента Зеленского всегда критиковал и считаю его внешнеполитический курс неправильным. А вопрос его квалификации, да, в плане международных отношений, ну, есть смысл сомневаться, у него до этого не было в этом опыта, просто вести переговоры, там, торговаться, как ты говоришь, за какую-то мотлох, там, этого мало. И Андрей Борисович Ермак, который снял фильм, который ключевая фигура во внешней политике Украины, который, блядь, снял фильм «Месть боксера» или, ну, какую-то хуйню, короче, никакущую. До этого занимался, чем, блядь, занимался? Был, нахуй, за заместителем, да, был помощником, нахуй, Эльбруса Тадеева в парламенте, какими-то ларьками, блядь, занимался. И я сомневаюсь в скиллах этих людей. Тут, наверное, что-то большее нужно, опять-таки. При этом они не взяли курс на, там, оттехнокрачивание нашей власти, привлечение каких-то кадров. Да нихуя, они сняли хоть какого-то министра иностранных дел, заменили его на Сивоха. Тот говорит, что, ну, недопустима ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через территорию России. Ну, хорошая роль. Короче, целуйте его дальше в жопу, идите и ждите, чем все закончится. Как стример относится к личности и творчеству Михаила Темнова? И готов ли к его видео с названием по типу «Почему Путин победил», снятое на вдохновение от одной прочитанной книжки? Конечно, готов. Отношусь высочайше, считаю прям, ну, блядь, примером прям охуенного контента. Всегда смотрю с интересом, правда, что-то давно уже не смотрю. Що за мутка з фейковим поясом? Може Трамп побачив, що пояс фейк, тому і бомбанув жорстко. Він, кажуть, любить такі пояси. Я хуй его знает, что это за идея с поясом. Это не меня спрашивайте. Заривня напишите. А, нет, стоп. Ну, похожая женщина, то не Заривна была, то был министр экономики Свириденко. Я не знаю, что за пояс и в чём. Ну, это было охуенно, конечно, с поясом. А Параша может ли почувствовать свою безнаказанность и начать валить Польшу или Румынию? Ну, я не знаю, она ж, блядь, не зверь, не собака, да. Хотя, конечно, она очень персонализирована на личности Путина. Может, Путин может почувствовать свою безнаказанность, но нужно понимать, что нападение на Польшу или Румынию повлечет как бы войну со всем блоком НАТО. И силы здесь несопоставимы. Вероятно, все закончится ядерной войной и, скажем так, сильным ударом вообще по всей западной цивилизации. Не говоря уж конкретно о США, Западной Европе и России. Ну, в общем, мне кажется, это очень-очень-очень маловероятным, типа. Вчера смотрели с маргиналом «Слугу народа». Тот же поведенческий паттерн, как у Голобородько, мол, сила в правде с хамскими повадками. Я не знаю, пацаны. Вы уже прикол, походу, тянете с меня. Голобородько, блядь. Желаю тебе стрим так, чтобы каждый ты вскрывал сервер формата Супер Туро. Как раз на 2 часа курения. Я думал, такое-то будет пожелание, типа, желаю тебе там как, ну вы поняли, типа, чего-то плохого, болезней там. Вызывает заряд потужности. Так а в чем расхождение по интересам? И кто, ну, в смысле, США хотят войну закончить по-своему, Украина по-своему. Как? Хороший вопрос. До конца непонятно, как бы это выглядело. Но главное, что США вообще мало интересует этот вопрос, насколько там в обосранном положении останется Украина. Наш Дуче, прям Черчилль, на характере, не одел костюм, бля, пацаны, я не знаю. Это все бессмысленно, что там, блядь, обсирать президента, что его в сраку целовать. Вы, если спорите, да, на эту тему с соотечественниками, знайте, и вы, и он, ваш оппонент, тратите силы на ветер, реально. The Дучи не хочет подставлять шайку Бидона. За шмот журналисты спрашивали. Ну да, пацаны, журналисты действительно, но мы понимаем, что это вопрос организационный, того, как прошел этот разговор. Ведь этот костюм символ воюющей страны, а ну то да, но вроде к миру двигаться приехал. Странный сигнал в контексте этой встречи, плюс тот диссонанс. Надо было кожаные штаны одеть.
Лунтик, здорово, хорошего стрима, спасибо. Хочу отметить, что Венс и Трамп ничего плохого про Украину не говорили. Все сводится в контекст государства, а не его заложников. Ну, раз Зеленскому разрешили отказаться, значит, все идет по плану. Поедем скоро в окопы копать под дронами. Чего наш люд, бля, вот реально потерял много времени сегодня перед стримом. YouTube своими алгоритмами порекомендовал мне видео, которое вышло 8 дней назад, какого-то киевлянина, который рассказывал, как он убежал из ТЦК. Ну, с одной стороны, смешное видео, с другой стороны, страшное, а с третьей стороны, уже, конечно, от многих такие рассказы слышал. Но это просто, к слову, пришлось. Там мем видел, как Зеля и Трамп играли в Уно во время конфы потужно. Ну, я таких мемов миллиард уже видел и в Уно, и в покер, и в что там только они не играли. Но про пояса самое смешное. Давай посмотрим саму встречу с комментариями. Конечно, побежали ее смотреть. Я ее, блядь, раз 50 пересмотрел уже. Президент Латвії Рінкевичус, президент Литвы Науседа та прем'єр Естонії Михаїл Светов провели відеорозмову з президентом Зеленським про досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також збереження трансатлантичного зв'язку. Порядок. Если вы спорите с Женькиной и с Ёбиком, то вы для них как обезьяна в зоопарке, да. Только что новый наш журналист, который спросил за шмот, извинился перед Зеленским. Это очень важно, блядь, пиздец. Такую хуйню обсуждаем, если честно, тухес я вареный. Сам и так, Двайстер. Ну, люди спрашивают, потому что маргинал вчера их разогрел до белого коленя полностью. Бля, эти алгоритмы ебучие, я понял, что за видеоролик ты смотрел. И вот и думай, ну, ладно, мережаха, но YouTube же, блядь, на стороне нашей демократии, блядь, этого самого там, ну, всего хорошего. Чё он мне постоянно запихивает ролики? Ну, в плане, я обычно не смотрю там 1000 историй про переходы через кордон, да, неинтересно. А тут что-то стало интересно, то пришлось слушать. Там так интересно мужик рассказывает. Мне тоже YouTube видео мопса дяди Пёса рекомендует. Не, ну честно говоря, немного и удивляют такие люди, как Марк Солонин, хотя я за ним давно не слежу, и как маргинал, что он будто не понял, блядь, вообще за все это время, кто мы, с кем он общается, какие у нас настроения, в смысле у населения Украины, что оно из себя в среднем представляет, и в каком оно состоянии, в смысле, типа, психоза, давления от войны находится. Згоден з концентрацією влади, це стрьомно, але попередні усі договори підписували професіонали-міжнародники. До чого це привело? Мені здається, що грати по загальним правилам для нас слаба позиція. Ну да, но ми і грали все одно по загальним правилам, в смислі євроінтеграційним, євроатлантичним і так далі. А ось, да. А ось грати на симпатії людей, залежно від їх громадянства, гарна тема. Поки наш президент має симпатію простого люду планети, цим треба користуватись. Тим більше, якщо ця симпатія також за рахунок полеглих у цій війні. Я был бы согласен, если бы это не была иллюзия, то есть вот эта популярность пана Зеленского. Поверьте, у нас нет инструментов отстаивать популярность пана Зеленского. У них инструменты уничтожать ее есть, несоизмеримы с нашими абсолютно. И то, что ты пишешь, что президент Зеленский был там Черчиллем и так далее, то он был, потому что тогда это им было нужно, прошлой администрации американской. Сейчас там европейцам, ну, было нужно, но, может, сейчас немного потужности подскрутят. При этом оно им было нужно, но это был уровень губной поддержки. Реально они не показали рвения в вопросе поддержки Украины такой, чтобы это смогло переломить ход войны, да, когда это было возможно на начальных этапах. То есть в целом то было довольно цинично. Ну вот, а в остальном, ну что тогда, что сейчас, глобально-то мы зависели от всех сил, да, мировых. То есть ты кажешь, ті договори, що підписували професіонали-міжнародники, они, конечно, тоже были скованы по рукам и ногам. Что там и Будапештский меморандум, что и партнерство ради мира, что и все остальные потом уже на Донбассе истории. Если бы Зеленский достал карты, мы уже эту версию рассматривали, если бы он привез такую колоду бумажную с заправки, и сыграть было бы мощно. А ты опоздал, Путин, я проиграл World of Poker. Мене вчора не маргінал розігрив, а Пьотр Кульпа розказував, які ми потужні, що треба воювати, бо Європа нам поможе. А коли сказали, що у нас з людьми проблема, і запитали, чи будуть поляки воювати, коли нам буде супер туго, то сказав, що за європейські цінності і польського панича та німецького бюргера мають воювати лише українські солдати, бо вони дешеві у порівнянні з європейцями. А тим часом наші холопи слухали і кивали паничу на кожне слово. Ну, Пьотр Кульпа, не дурак все-таки. Та не в бумажці діло, блядь, тобі вже об'яснили. Дело в том, что, блядь, кто-то ёбнулся. Или всегда был ёбнутым. Понимаешь? Наверное, всегда. Фантаст, блядь. Так, ладно, короче, давайте, блядь, по сути дела.
Пацаны, вы пацанчики. Фу, блядь, все нахуй. Ну, вроде я на все ответил, надеюсь, на все донаты. Если нет, то я на них всегда могу ответить на следующем стриме. Друзья, был всех вас рад очень видеть. Спасибо, что сегодня пришли. Спасибо тем, кто писал в чат, тем, кто поддерживал дискуссию. Спасибо отдельное и огромное тем, кто донатил, меня фінансово поддерживал. Друзі, бережіть себе. Навіть президент Франції Еммануель Макрон переживає за ваше... Ну, за вашу вообще життя, за ваше, да. То и вы переживайте, берегите себя, особенно в это бентежне время, берегите как никогда. В общем, люблю вас, друзі, цілую в плечі і до зустрічі післязавтра.